Я в какой-то момент забыл, что у меня стрим запущен. Охуеть.
Все, я тут. Полностью тут. Сила Пулапу, спасибо за подписку на ВК. Так, окей. Угу. Так. Я сейчас настраиваю кое-что. Вообще. Да. Угу. Так, ну все. Всем здорово, всем привет. Кто подошел, кто подходит. Здоров, Коль, не шутишь. О, здорово, Диман. А я Годот нахер забросил. Ты как? Как дела? Погнали. Сейчас Unity занимаюсь. Дезмонду рассказать ему о том, что удалось узнать. Okay. Этот сраный вечно недовольный гуль. А это, блин, кто? Откуда он появился вообще? Да ты Unity забросишь. Да не. У меня там, по крайней мере, курс куплен жестко. Дорогой. Не, ну вообще, те твои вот учения по Годоту и там прочее, они мне сильно бустанули в понимании материала вообще по Unity. Да и интерфейс. В интерфейсе типа разбираться намного лучше. Поприятнее. Чё, Племя как там уже дела с приняло этими тебя? проектами? С нашими этими твоими. А? Да. Чина. Это холба. Ну, у меня вот из головы вообще не выходило то, что ты мне тогда сказал по поводу именно того, что в Годоте код говна, и его любой чел при желании сможет взломать, и данные пользователей там и так далее будут вообще не в безопасности и так далее. Поэтому
Подумал, а нахуй оно мне надо, типа, сидеть ждать у моря погоды, пока этот разработчик Godot раздуплится и сделает что-нибудь нормальное. На 2 работах, проектной стадии, что там, 4.3 по защите КМГ доделаем. Ну и потом что-то прям дало мне почву задуматься прям, ну точнее не почву, а просто причину конкретно задуматься вообще насчет Годота, его создателя, что там вообще. Он же его вроде как хапнул, ну, огромные деньги от какой-то компании, и теперь он уже вроде как под колпаком у ЛГБТQ плюс чувачков. Теперь Годот-то пробудился, и все, кто с этим не согласен и тому прочее, типа идут нахуй. Забавная ситуация. Потом, глядишь, продолжишь делать игру на Годоте, там прочее. Вдруг заставят, типа, сделать игру про геев или лесбиянок. А ты, ну, там, не согласишься и скажешь, у меня времени нету, типа. Они тебя забанят, просто доступ закроют. А, блин. Так, что там? Да мне похер, хоть на голом си пиши, мне с тобой детей не крестить. Ну, да, окей. Я просто тебе рассказываю, что к чему. Так, хотя на... Так, но они не имеют права ничего заставлять, им надо лицензию. Тогда другое. Вот такие вот дела. Просто делюсь новостями по этой теме. Здорово, Гудзон. Починили интернет. Балдеж. О, смотри, Гудзон. Дружище Диман пришел. Видимо, только освободился. Ни слуху, ни духу.
пропустил, что за новости. Дайте ты новости знаешь. По поводу Годота, по поводу этого Unity, чё, почему, куда перешел и так далее. Диман заболел. Не, ну надеюсь, не серьезно. Выздоравливай. Да Годот душная хуета, блядь. Теперь я так говорю. Срака ебучая вообще, блядь. Так. Карл Скуфельк. О, здорово, здорово. Я только что выпал из прямой кишки и наконец свободен. О, кайф. Да его дело хоть на пайгейм пусть пишет, все равно забросит. Да не заброшу нихуя, блядь, ты че? Мое слово, как кремень, нахуй. Бля, буду ебашить и ебашить. Ну, по крайней мере, пока не задушусь. Годот меня безумно задушил. И задушил этот проект, над которым мы работали. Да, ну Диман знает. Вы кота уже так же говорили. Да это, блядь... Вообще, знаешь что? Много других русских тоже всякого наговорили, я так скажу даже. Блядь, знаешь что? Вот этот вот русский, например, блядь. Чё он сказал? Я вам, блядь, сейчас покажу, нахуй. Вот этот. Кто? Вот. Ты, котик. Всем привет, я не котик. Котик, котик, дай мне в ротик. Вот. У нас в детстве говорит, котик, котик, дай мне в ротик. Странное детство у вас было, если честно. Так, мы пропустим этот момент. Вот. Чё, ты тоже хочешь быть частью всего этого, а? Тоже хочешь быть частью всего этого? Жесть. Так что не надо обобщать там всяких разных людей, так сказать. Среди вот нашего народа Саха тоже есть типа такие, ну, не очень-то прикольные люди. Даже могу прямо не отходя от касс такого показать. Бля, где он? Мне, по-моему, вчера был. А, он даже у меня не тут, так он. Бля, он без кринжовый хуй, я сидел нахуй в Якутске. Точнее, из Якутска он, по-моему, сейчас живет в Питере, то ли что, но он частенько, короче, появляется то тут, то там. В этом. В Инсте или еще где. Короче, пиздос. Да, вот этот парень, блядь. Сука. Рождения в Санкт-Петербурге отметил в Санкт-Петербурге очень великолепно и великодушно. Вот. Rex Mod Music, я 3, прямо сейчас, прямо тут, я тришка, интрижка, делаем бигстепы. А Моргенштерн на коннекте, Москва на коннекте, Скриптонит на коннекте, делаем бигрексы, как я и говорил тогда еще в Москве, и делаем реально, типа, гэнг. Вот. Так что не надо, не надо. У каждого народа, так сказать, есть свои эти... особенные индивиды. Да. Так. Так я в плане иронии сказал, в тему того, что игру доделаешь. Ну, блин,
ну, я надеюсь, что... Не то, что надеюсь, я вообще конкретно, реально планирую все, чтобы было хорошо сделано до конца. Да. Та-да-да-дам. Вот это стример через 2 года. Это за шо? Так. Мне кажется, он страдает. Да, есть такое. На него больно смотреть. Эх, ну что поделать. Так. И что, нельзя было выследить их главаря и выжать из него сведения? Я тебе не папочка. Не надо ко мне все время бегать. Найди его и выясни, что ему здесь надо. Тупица. Тупица. Он меня на самом деле не оскорбил. Он просто заказал 2 пиццы. Пора. Типа, тупица. Знаете, поняли? Ладно, терпим, терпим, терпим. Это же игра от беседки, а она, ну, такая. Беседка вообще любит, типа, ну, издеваться над своими игроками, типа, то деткой, то малышом назовут, то тупицей, а ты по факту, ну, нихуя не можешь сделать. Ну, типа, знаешь, я такой, типа, а знаешь что, я вернусь ему и сейчас все выскажу ему в лицо, вот, сука, я не пойду и выполнять его задание, я вернусь и скажу ему, что о нем я думаю. И что вы думаете? Он без сознания. Он без сознания. Он не умер. Он без сознания. А вот и неприятности пожаловали. Да, это я. Прикольно, да? Тот Говард нахуй. Он такой. Ты не скрывал, где ты? А, ну вроде не скрывал. Тверь. Ну да. У меня в основном все практически одноклассники за границей. И практически все одноклассники работают на Майтону. Да. Вот как бы на самом деле рано говорить об этом, но что-то мне уже хочется распланировать себе Новый год. Не знаю почему. Наверное, потому что как-то я стал более хозяйственным. Все такое. Все время дома готовлю. Все такое. Ну как все время готово? Ну по сравнению с тем, что как я раньше жил, то это вообще. Ой, нифига. 2 стимулятор. Секта Сберовская, нормально. Ну то есть я туда не дропнулся ничего, она есть. Но взял Академ, так как она меня душила, бля, пиздецки нахуй. Там задание я ебал просто, ну. Последнее задание, там Матрицу надо было сделать.
Потом еще до этой матрицы, короче, в составе команды нам надо было реализовать Decimal. Короче, пиздос, нахуй. И дедлайны все время стоят у тебя над душой, поэтому я, короче, обратился к моему куратору из школы 21 и сказал, что мне нужно это. Блять. Что мне нужен академ. Вот. А академ они просто так не дают. Поэтому я сказал, что я на грани суицида. Психически я, короче, все на грани. И он такой, бля, ладно. А насколько тебе надо? На 3 месяца, говорю. И все, ну, нормально. Да. Сразу НГ настроение плюс 100. 2 года назад психанул, купил. Че купил? В прошлом году за месяц, да? Блин. Вот эти вот два нахуй. Здорово, Денис. Привет, что за история? А так просто, ну, делюсь новостями из жизни, чё к чему. Тот Говард великий человек, я купил Skyrim несколько раз. А, на самом деле около 5 на PS3, потом на ПК. Пиздец. И Fallout 76 2 раза купил. Не. Не. Ну, я в этом году до последнюю елку ставить не буду. В прошлом году за месяц поставил. И минус НГ. Уже не было эффекта от нее. Надо прям дня за 3 ставить. Не ставлю елку уже лет много. Я тоже не ставил 2 года назад. Тоже психанул, купил. И знаешь, это прикольно сразу. Ну, хз, НГ, обычный день, как все, блядь, праздники. Я вообще елку ставить не буду. Ну, блин. Ну, тогда я тут у себя поставлю, и вы будете на нее смотреть. Как вам такой вариант? А вы себе, ну, хотя бы гирлянду купить. Как вам такая идея? На гирлянду согласны? Хотя бы. Ладно, елку, хуй с ней, блядь. Ну, гирлянду. Не, я хочу и буду ставить елку, это вообще, ну. Но я имею в виду, типа, вот тут куда-нибудь на фон, типа, ебану что-нибудь такое, не знаю. Может быть, здесь прям на камине что-нибудь стоять. И оформление какое-нибудь такое сделаю канала. Зачем страдать, если можно не страдать? У меня много детских воспоминаний хороших с СНГ. Да. Мои дети жестко тоже балдеют с Нового года. Чё ты скала? Сейчас вот не понял вообще, чё ты скала? А я думал, сова. Вы чё, пьяные, что ли, там все, нахуй, бля? Раздупляйся, септ. Я согласен, хотя бы на подарок, а елка гирлянда пусть другие вешают. Какая кола, ну, плюс тоже, откажись. Ну, блин. Ну, блин. Ну, смотри, я сейчас вообще, типа, не бухаю, не курю и все такое. Пить чисто воду, ну... Конечно, может быть нормально, но, блядь, типа как-то хочется иногда. Бля, ебать, краб, Зойберг напал. На, сука, лежи. И ты тоже туда. Чисто чай. Не, что-то чай мне супер не понравился. Или, по крайней мере, гранулированный чай, который я пью, типа он такой супер каловый. Он...
Он мне настроение портит, я даже так скажу, блин. Херня какая-то полная, блядь. Скала. Клёв. Да как секс и кола связаны? Или секс и пиво? Хотя секс и пиво связаны, но мне кажется, наоборот, секс и пиво, ну, вещи такие, типа, несовместимые. Блять, ну хуйню сказал, конечно. Но, блять, ну, типа, я имею в виду... оно минус делает, типа, сексу. Пиво вообще. Вы о чем, ребят? Секс вообще за что это и зачем, если есть интернет? Ну тоже верно, тоже верно. Сегодня, мне кажется, мы будем смотреть видосики, все такое. Еще. Что-то у меня, не знаю почему, но у меня в рекомендуемом YouTube высветилось видео про какого-то спортика, который типа рассказывает о том, как ему заебись, видимо. Не, ну он, короче, рассказывает, делится своими впечатлениями от того, что он типа целый год не смотрит порно. Типа. Я такой, блядь, чё нахуй, почему это у меня в рекомендации? Я хз вообще. Я вроде посмотрел, я еще типа так чисто, так сказать, этого утвердиться, посмотрел историю своего поиска и там прочее, но нет, вроде нормально все. Я хуй его знаю. Я на выход без инета почти был. Как же хуёво. Ну так порно, так же тот же наркотик не очень порно. Ну, это да. Это да. Я еще уверен в том, что, скорее всего, эта тема также сильно влияет на мозговую активность твою. Ну, по крайней мере, по соображалке точно бьет очень сильно. У тебя какой-то обмен веществ там, типа, в плане... Да, наконец-то! Десмонд умрет, и наша долгая борьба завершится так, как должна. Моей победой! Ну, знаешь, какая-то, типа, адекватная химия у тебя в мозгу не происходит, а по большей части это Не херня. высшее знание, простофиля. Психическое доминирование. Это станет возможным лишь когда будет уничтожена глушилка Десмонда. Не беспокойся, просветленный. Мы заново осветим особняк А как он себя и уберем связал? все нечистоты, мешающие твоему совершенному учению. Ну ладно, Мир тебе. уничтожайте особняк и эти ваши нечистоты. Просто вырубите эту глушилку, и я наконец-то избавлюсь от вас, идиоты. Да, мы должны быть свободны от всех ограничений. Спасибо, учитель. Мы станем орудиями твоей могучей воли. Ты Привет. куда побрел? Ты искатель высших планов, полагаю. Что привело тебя сюда? Мне даже кажется, что наоборот это работает. В том плане, что из-за того, что я типа долгое время типа, порнуху не смотрел, мне Google такой начал, бля, вкидывать на те видосы вот про на тему порно, на тебе вот, короче, шорты с тёлками, и на тебе видосы с хентай играми на ютубе на минуточку. И все, короче. И там, короче, была игра Bad Knight называется. Довольно качественная, типа, игра. Ну, в плане, ты там играешь за рыцаря, который бежит вперед и стреляет ножами, копьями и все такое. Короче, это по типу скролл-шутан на самом деле. И чем больше ты очков набираешь, тем более голая девушка становится там на правом нижнем углу экрана. И, соответственно, там у тебя открываются, видимо, какие-то хентай-сцены с ними и так далее.
Ну просто я к чему? Игра-то вполне себе по геймплею качественная была. Сейчас хентай-игры становятся прям такие. Ну и плюс еще к тому, что это, что говорю. Эти ублюдки из Гугла специально стараются отупить людей по всему миру. Я еще теперь рисую для челика одного, для его игры. Помимо, блядь, работ. Хуя себе, в смысле? Ты, типа, вот, делаешь вот эту вот нашу игру, и еще рисуешь в другой игре. А, платно. Ну, нормально. Не, ну это да, но загруженность я ебал, походу. Так. Я просто хочу встретиться с главой племени. Возможно, я и заправляю земными делами, но я не могу претендовать на истинную мудрость. Я получаю приказы от высшего учителя. Будь это пути к исследованию высших планов или решение об уничтожении вредоносного гуля, Охота. вся мудрость исходит от наставника. Ну, нормально. Да какой, блин, нормально, типа, что-то. И чай, насчет чая, не знаю даже. Может быть, кто-нибудь знает нормальный чай? Прям конкретно, вот кто-нибудь специалист в чае? Может, Денис? Скучная пара. Вы прям Гудзон и Рокси общаетесь на одном языке, я так понимаю. Тест в пакетиках. Ну, такие, да, довольно интересные. А может быть, есть такие, которые типа листовые, хорошие какие-нибудь. Блин, надо бы в специализированный магазин сходить. Вот прям по-любому. Вы знаете, вот типа всяких разных торговых центров, ТРК, или просто конкретно в чайную пойти и там купить какого-нибудь тут типа, ну не знаю, чайного стафа, так сказать. Тебе просто дают пакетик, типа, там что-нибудь такое. Я помню, пил желчегонный чай с аптеки, мне очень понравился. Желчегонный. Ну да, мне вот что-то, знаешь, если хочешь... если и пить чай, то какой-нибудь такой, типа, чтоб с каким-нибудь положительным эффектом был. Вот тогда вообще заебись было. Чтоб, типа, с каким-то смыслом, а не просто ради вкуса и вот это вот сраного вкуса на языке. Точнее, не вкуса, а именно... Ну, остается же вот эта вот как-то неприятная херня. Налет, что ли. Как видел Костя Пушкина. Так. Так, могу я встретиться с гуру? Исключительно редко другим позволено говорить с гуру. Многие слишком глупы, чтобы понять великую истину высшего разума. Но я чувствую в тебе огромный потенциал. Там оверпрайс говно. Возможно, тебе присуще все, что нужно, чтобы принять его учение и его мудрость. Он является здесь, на высоком уступе в этом гроте. Отыщи его, и истина откроется тебе. Нахуя вы напали на особняк? Насилие не доставляет нам радости. Мы всего лишь хотели избавиться от Гуля. Его присутствие оскорбляет астрального проводника нашего гуру. Но я не могу сказать наверняка, чем обитатель особняка навлек на себя такое разрушение. Если хочешь понять, спроси у наставника. Племя наркоманов. Ну расскажи, что там.
Мы род грезящих, Грезищ. семья исследователей астральных миров, Ага. храм совершенного разума. Придет время, и мы освободимся от ужасов этого плотского физического мира. Мы вольемся в поток чистых мыслей Вселенной. Да, Давай, освобождаю тебя. Так. Так вот, кто тут все разнюхивал. Видок не очень, но ты хоть не пускаешь слюни. Это меня устраивает. Что ж, возможно, от тебя будет больше пользы, чем от этого напыщенного спиритуалиста и его племени идиотов. Да. Так. Ну, где-то в другом месте находится. Зачем ты используешь это племя? Сейчас от них нет вообще никакого проку. Но у меня не очень богатый выбор. Они не способны убрать одного единственного гуля. Так, ничего не стану обещать, но расскажи мне побольше. Великолепно! Я тебе словами не передам, как приятно после стольких лет найти хорошего помощника. Итак, гуль — неприятная помеха, возможно, его потребуется устранить. Однако Десмонд — не главная цель. Наша задача — добраться до устройства, которым он владеет. У него есть глушилка, которая ограничивает сферу моего влияния пределами этой жалкой пещеры. Ликвидирую ее, и тогда я смогу многократно расширить свой охват. Слушай, это интересный так-то момент. Я даже хочу это сделать. Что ты о нем знаешь? Десмонд, этот мешок костей и желчи дорого заплатит за свои грехи. Если бы не он, у меня бы все еще было тело. Впрочем, без него я стал еще проницательнее. Так что, может, Ну, пока Десмонду сильно не стоит почувствовал. сказать спасибо. В знак признательности я подарю ему быструю и кровавую смерть. Ха-ха-ха-ха-ха! Хоть я и сделал на шарпе вчера простую игру «Отгадай число от 0 до 100» и простой калькулятор и comparison, типа, ну, сравнение двух чисел. Да нормально, знаешь, как-то нормально. Прям, ну, VS Studio прям очень хорошо подсказывает, где ошибки там прочее, не пускает вот этот вот, типа, говнокод в Unity. То есть, если у тебя код, ну, неправильно компилируется в самом VS Code, и если он там, ну, выдает ошибки, он не идет в Unity. Как только я делаю его правильным на месте там, он сразу же идет, ну, импортом туда, сохраняется. И да. Ну, мне прям момент сильно понравился. Не знаю. Как будто бы на самом деле вообще в общем Unity намного удобнее, чем ну, этот Godot. Непереносимость гули, да ты Да не то, что непереносимость гули, Десмонд просто мудила ебаная, он заебал меня, он меня то тупица назовет, то еще чем-то нахуй. Я просто типа должен ходить и выполнять его задания. Снова было видение. На самом деле они должны были уничтожить глушилку. По правде говоря, эти глупцы не стоят даже своего мяса. Какой толк от подручных, которые не могут выполнять поручения? Да-да, убирайся. Блин, он тоже меня не особо-то любит. Сука, все, блин, в этом... О. Блин, вот реально, типа... Нифига тут винчестеров, ну. Игры от беседок... Это просто, ну реально, типа, пиздец какой-то. Они такие, типа...
Все время оскорбляют игрока, там, попущем его называют, вся хуйня. И квесты такие же, блядь, сходи сюда, сходи обратно. Сходи туда, вернись обратно. Бля, я как почтальон нахуй, Печкин, блядь, только я, ну, не письма передаю. А хуй знает что, блин. Эх, да. Все, ну, все-таки вот фанаты беседки вообще это, ну, просто конченые терпилы. Ну реально, по-другому не скажешь. Фанаты беседки это просто, ну, ебаные терпилы, блядь. Я хуею просто реально. По-другому не скажешь вообще. Ты же не будешь помогать злу на пустоши? Да я сам, как бы. Вообще, слово зло, типа, оно такое, типа, тут сильно размыто, абстракция полная, типа, вообще забей. Тут, хотя это игра от беседки, поэтому тут на самом деле все довольно-таки четко в этом плане. Если вот это чмо ругается и, ну, зовет меня, типа, тупицей, то он злой, все. Он плохой человек. И если этот мозг, типа, тоже так же ко мне обращается, то он тоже злой. Ну это, бля, беседка, они такие, типа, у них понятие максимально школьное, у них, типа, нет особой такой темы, как, ну, не знаю, типа, серые морали, там, прочее, вообще, забей. Вот я, например, выполнял задание одно здесь, на башне Тенпенни. Я же, да, в DLC нахожусь. Короче, там ситуация была такая, там есть башня, высотное здание. И в нем, короче, жили люди прям по элитному, так скажем. Вообще, типа, никаких бед, пустошей не знали. У них там охрана супермощная, все у них прекрасно и так далее. К ним пытались попасть, пожить, зайти гули. 3 гуля разумных, нормальных. И они их не пускали, говорили, что они уроды конченые и вообще зомби, короче. Мы зомби жить не хотим. Я такой думаю, окей, ага, вот эти плохие, понятно, они меня тупо раздражают, и я хочу впустить на самом деле тех ребят, и чтобы вообще конфликт этот решился, типа, ну, максимально мирно. Подхожу к тем гулям, оказывается, они просто, ну, блядь, реально уёбки ебаные тоже, бандиты ебаные, которые просто хотят перебить всех на этой башне, просто, типа, так, и зайти, ну, и жить просто как короли. Ну и чё я делаю, короче? Я поступаю так и этак, короче. Сначала я подумал, что я смогу решить вопрос нормально, смогу регулировать вопрос чисто по мирняку, но нет. Никто общаться не хочет, никто там конфликт решать не хочет. Сначала я пускаю гули внутрь, они просто разносят все здание и всех убивают просто. Ну, они пускают внутрь диких гулей, эти вот разумные гули, и всех убивают. А если наоборот сделать, то эти вот богачи ебаные, типа такие: о, спасибо, ублюдок, вот тебе 700 крышек, иди, купи себе нормальной одежды. Бомжара ебаная, типа. Бля, я просто... Шо эта хуйня, шо та хуйня, короче. Ну, одинаково, так сказать. Ну, тут реально вот это вот... Теорема этого работает. Чувака. Там нет какой-то нормальной концовки. Ну, я к чему? Те злые и эти злые. И оба концовки злые. По-другому вообще никак. Полная хуйня. Я видел беспредел, ты погубил счастливчик. Ну, что поделать? Что поделать? Теорема что на кубе. Теорема Эскобарова. Я так и знал. Я знал, что за этим стоит этот паршивец.
Столько лет прошло, он наконец-то поднял свою уродливую голову. Так я ее же и срублю. Это я в переносном смысле, конечно. Так. Ну рассказывай, ебать. Келверт мой старый соперник. Веками мы играли в эту игру. Я знал, что ему хватит глупости спрятаться близко к родовому гнезду. Это не вопрос ненависти, это судьба. Он мой враг, а я не потерплю ни одного ублюдка, который мешает мне жить. Я знал, что он здесь. Я найду его и обрушу молот справедливости на его вшивую башку. Образно говоря, конечно. Насчет башки. Он? Я должен был догадаться. Мой старый соперник, так близко к его семейному поместью. Только он мог так сглупить. Когда-то он был человеком. Его звали профессор Келверт. Келвертам принадлежала половина Мэриленда, когда еще вообще был Мэриленд. Келверты имели влияние во всем мире. Они практически купили правительство США. В лучшие дни не менее 3 Келвертов были сенаторами, 7 конгрессменами и 2 губернаторами. Нихуя У них себе. был даже популярный кандидат в президенты, пока громкий скандал с собакой не вынудил его сойти с дистанции. В смысле? Этим своим достижением я особенно горжусь. Так. Он собаку... Ну тут вариантов несколько, что он мог сделать с собакой. Ну раз уж это был скандал, то, наверное... Он просто трахнул собаку. Это первый вариант. Второй вариант. Он оделся как собака и трахнул собаку. А третий вариант. Собака оделась как человек и трахнул его. Ну, точно кого-то кто-то трахнул. Либо собака его, либо собака его. Типа он собаку, либо собака его. Ну, короче, не важно. Конечно, я, черт возьми, хочу, чтобы ты сделал еще кое-что. Ты же не думаешь, что я сам буду топтаться в этой трясине? Надеюсь, все это купится, блядь. Все самое лучшее для тех, кому я благоволю. А теперь кончай скулить и слушай. Ну, порадуй меня, гандон. Итак, эти полудурки получают сообщение от профессора, верно? Гандон, блядь. Значит, он где-то рядом, чтобы передавать свои сообщения. Но без этих мерзавцев он мало на что способен сам. Значит, мы лишим его возможности командовать ими, и ему придется поднапрячься. Может, я тогда найду этого вертлявого слизняка и прикончу его. Ну, озвучка как бы нормальная, я бы сказал. Ну, подходящая для этой игры. Ну, ебал у него такой подходящий. Ну, типа другой голос какой, типа, ну, зачем? Блин, ребят, ну, этот движок Тодда Говарда, тут, ну, любой голос сойдет вообще, похуй, реально. У них-то и лица особо-то не особо, ну, как бы гораздо на движение и эмоции, поэтому вообще поебать, реально. Движок Тодда Говарда это по сути как ебучий Roblox или Minecraft или Fortnite, я хуй знает. Именно в том плане, что это просто, ну, хуета. То есть Fortnite, Fortnite говорю, Fallout, он сам по себе-то выглядел таким. Ну, по крайней мере, ты воображаешь его таким серьезным, прикольным, там, что прям вот там все по-взрослому и так далее. А ты получаешь, ну, по сути, вот такой вот. Как бы, ну, блядь, типа... не знаю. Но мы никогда не узнаем, каким мог бы быть Fallout 3D-шный. Другой. Он таким будет всегда.
Если руки кривые, то никакой движок не поможет. Это да. Не, ну вообще, да, если справедливости ради посмотреть, то, в принципе-то, Нью-Вегас еще как-то более-менее хорошо вышел. А его, сука, за год сделали же. Ну, блядь, за год нахуй. Тут Говард сидит, дрочит нахуй, говорит, блядь, шестой Skyrim это его последняя игра в жизни нахуй. А сам по факту, ну, нихуя не делает. Я видел демки в свое время в игромании. Было не айс. Да. Так. Если я знаю профессора Келверта, а я его знаю, он использует высокочастотный синусоидный когнитивный передатчик. У меня есть как раз то, что нужно, чтобы заглушить его маленькую болталку. Тебе всего лишь надо доставить его на самую высокую точку берега и установить там. Просто, правда? Верно. Прикрепи его к нижней кабинке. Включи колесо и подними глушилку к небу. Вот и все дела. Я послежу отсюда и включу устройство. Так мы увидим, где засел наш маленький профессор. А теперь марш! Сука, блядь. Фестиваль терпения, блядь. Фестиваль терпения продолжается. Кайф. Чем камин топишь? Электричеством. Электричеством. Модели, они в движке. Ну... Ну тут да. Ну как бы вообще хотелось бы сказать такой момент, что они просто реально хуй забили, ну, беседки. Не дай бог, блядь, сделают реально какую-нибудь, ну, новую модельку, но они даже типа вот эти старые модельки просто продолжают. Блять. Со мной случился Fallout от беседки только что, просто я взорвался, блять, миним нахуй. Не, главный враг. Это мины. Бля, вот хотелось бы, знаете, вот был бы у меня, сука, джин. Вот он такой у меня появляется. Я такой надрочил этот самый лампу волшебную. И он такой говорит, у тебя 3 желания. Я бы хотел, блядь. Я бы хотел... Блин, вот как бы получше загадать это желание. Короче, типа, сама суть желания, идея, типа, такая, что ты такой... О, я придумал, блядь. А хотя, погоди, это может плохо кончиться. Ну ладно, я, типа, такой... Говорю Джину, сделай мне программу, которая открывает мне доступ ко всей внутренней кухне, типа, крупных игровых компаний. По типу там беседки, там Ubisoft, любого их филиала и так далее, так далее, так далее. Я просто вот реально хотел бы глянуть вообще, ну, вживую даже на беседку и вообще весь этот процесс создания типа вот игр там внутри. Как это оно происходит? Ну просто, ну блядь, типа... Ну я уверен, они типа... Дай бог за одну неделю сделают что-нибудь вообще в принципе. У них эта доска, вот, блядь, типа туду вещей, наверное, по типу, знаете, я хуй знает. Типа вот первый месяц, второй месяц, третий месяц. И типа сделать одну задачу в этом месяце, тут одну задачу.
И тут, типа, ну, я хуй знает, эти две задачи просто, ну, утвердить. Не утвердили, все по новой нахуй, типа, или что-то в этом роде. Ну, там процессы очень медленно идут, вот реально просто совсем какой-то бред лютый. Ебать, там мин поналожили. Так, подождите. Проще будет просто взорвать это дело. Блять! Так. Да, блин. Дистанция от взрыва так-то вообще будет жесткая. Блин, может как-то это... Хоп. Нихера себе. О, стимуляторы. Да, и гранату было лень доставать. А так она у меня была, по-моему. Просто в тех же Mass Effect'ах тебе сама игра радовала, и сюжет и тому прочее прощал в грехи многие. А когда у тебя Starfield, тут уже ничего не поможет. Ну да, Mass Effect все-таки, ну, сюжет реально. То есть надо, ну я хз, кстати, вот. Это что такое? Ну что я смотрю? О. Ну вот хотел сказать, вообще игры беседок по Fallout спасает лишь само их, ну, название франшизы. И все. Мир такой, ну, чисто сама вот это вот, само название. Место ну, все вот это вот действие. Не более того, вот если бы было бы, например, две компании, которые делают игры вот по этой вселенной, ну, допустим, была бы какая-то здоровая конкуренция, так сказать, в создании более успешной Fallout игры, там, скажем, одна вот беседка делает что-то, а вторая, ну, по типу такого же, но с нормальным движком каким-нибудь и типа с нормальным сюжетом, типа, знаешь, с консультацией у сценаристов первой, второй части и все в этом духе и так далее. Вот тогда я бы, блядь, посмотрел нахуй, наебал от Oda Говарда в плане того, что он бы тогда, наверное, блядь, сильно задумался над тем, чтобы, ну, сделать что-то нормальное. Вот их, блядь, типа, тот же Elder Scrolls со своим Skyrim'ом и вот этот вот Fallout, их кормят вот эти вот чисто вот франшизы эти. Вот если бы этими франшизами еще кто-то другой, типа, ну, такую здоровую конкуренцию бы им оказывал, они бы тогда, да, просто пернули бы и начали бы делать что-то Это нормальное. я, профессор Келвард. Перестань оглядываться, я в твоем мозгу. Но ты же верная шапка Десмонда, да? Планируем испортить мою работу, да? У меня есть идея получше. Может, вместо того, чтобы плясать под его дудку,
ты уничтожишь это мерзкое маленькое устройство. Положи его в ближайший прессователь отходов, и нам больше не придется о нем беспокоиться. Уверяю тебя, признательность профессора Келверта стоит куда больше, чем благодарность этого огрызка Британии. Англосакс? Так Дезмонд англосакс? Он один из тех, кто подложил оспяное одеяло коренным жителям Америки. Ну, я не знаю. Выбираю между мочой и калом. Ну да, вот Нью-Вегас как раз таки есть. Обсидианы вот делали. Вот обсидианы, ну, нормально, типа Fallout сделали. Ну, максимально более-менее нормальный, который возможно сделать на этом движке. Но они по факту практически выжили максимум из этого ебаного движка. Там локации, там прочее все. Ну, там... Вот Нью-Вегас прям приятно было играть. Я третий Fallout всего один раз проходил. И то на релизе. И то на релизе только. А Нью-Вегас я проходил уже, ну, блядь, хуй знает. Может, 3 или 4 раза. Вообще, в принципе, если помню. Да хуя раз, на самом деле. И благо того, что, ну, вообще игрового контента дохуя и много. Со временем все равно забываешь те или иные такие моменты из Нью-Вегаса. И чисто чтобы их вспомнить и получить удовольствие от процесса игры, ты к нему возвращаешься. Он такой. А, блять, вот этот третий Fallout, но я один раз его прошел и ну, блять, и все. Забил нахуй. Ни один Fallout еще не проходил, только на ютубе не мое. Ну да. Каждому свое. На вкус и цвет, как говорится. Вот освоив Unity по красоте, сделаю свой Fallout с квадроберами. Чтоб все ходили вот с такими вот ушками там. Имбецил! Что ты делаешь? Ты за это заплатишь! Заплатишь! Блять, откуда взялись Никто эти не дикари? смеет меня предавать! Ты понимаешь? Ты поплатишься за это! Имбецил. Этот оба заплатите! Я стану вас! Бля. Кто еще стреляет по мне? Блять! Гандон! Ебучие дикари, как я вас ненавижу, нахуй. Индия победила. Ага, Биошок, Биошок тема, да. Нечестивцы. Нечестивцы это те, кто моются раз в неделю. Или раз в месяц. Блять! Сука, он меня грохнет же сейчас. Спи вечным сном. Бля, как поэтично. Нечестивцы. Да бля, это вы не моетесь нахуй. Хотя я тоже в этой игре не мылся никогда.
А, это стоит, продает. Вообще похую. О, я знала, что ты... А я сижу и думаю, что же тебя сюда привело? Что же меня привело? Бля, сидят они такие в беседке такие. Давайте придумаем какие-нибудь классные реплики для единственного продавца в этом порту. Мадам Панада, блядь. Юным... И въебали реплики Папича нахуй. А я все думал, когда же ты появишься? Ну, над тем, чтобы придумать, какого хуя она одна делает в заброшенном вот в парке развлечений, ну, типа, ну, это поебать. Ну, типа, вообще похуй. Логика и там прочее, ну, вообще посрать. Главное, чтобы торговцы были, типа. Остальное наплевать. Жду, когда Левин разродится с Джудасом, можешь при моей жизни выписать. Не, ну пока не выйдет какой-нибудь новый Биошок, ты же можешь поиграть. Ну что-то же выходит новое. Как оно там называется? Clockwork. Что-то там очень похоже по Биошок. Ну, по духу Биошока игра. Ну, по типу Bioshock Infinite, что-то похожее. Стимпанк там какой-то. Воу! Ебать! Ну тот Говард молодец. Вот это ты, конечно, красиво сделал. Удивил так удивил. Так. Ну, давай медицину прокачаем. Бывает иногда в диалогах проскакивает эта хуйня. Хакир. Трикийские свиньи. Да, конечно. Да, у Левина сюжет есть, а скорее, я скорее его фан. Антиспецифики Биошок. Вот. Надо изучить этот момент. Ублюдок! Этот ублюдок, он убил моих собачек! Чуть не убил меня. За что? У него нет рук, жалко. чтобы самому меня придушить. Так он решил, что меня можно взорвать к чертям. Меня! Ну все, это была последняя капля. Десмонд Локхарт сегодня победит. Я знаю, где он. Он сам себя перехитрил на этот раз. Мы с тобой сейчас туда пойдем и покончим с ним. Погоди, а как это работает? Там все завязано на таймингах или как вообще? И как эти тайминги работают? По игровому времени, например, прошел час игровой,
Что-то где-то произошло, прошло 2 часа, что-то где-то происходит. Типа так? И с каким темпом тогда надо проходить игру? Ну и где он? На маяке. Он там устроил себе лабораторию. Чертов студень. Прямо у меня под носом. Все эти годы. For you hate Я это you. понял, Привет. когда он усилил сигнал, чтобы Добрый день, пробиться кому через угодно. глушилку. Мне добрый И вечер. когда послал своих дикарей убить моих Здравствуй. собачек. Он тут сидит, Проще скорее спрятался бродит за роботами мобом, и пытается машинами, папочку пьет запустить. чужие соки. А. Ничтожество. Но теперь ему Нифига. конец. Просто это здесь слегка пахнуло мортопией, то, что ты сказал. И прочие могут без тебя автоматы взломать и поломать. А, да ты чё? А. Интересно. А ты через сколько понял, что ну, это все происходит? Или загуглил? Ты первый, кто запомнил. Спасибо за фоллоу. Ну тут фоллоу 100%. Спасибо. Спасибо. Так, пошли туда и закончим дело. Ну, погоди. Давай чешись. Наверняка этот уродец придумал какой-то план на случай чего. Так, вон твоя Деркула. Так, грязная вода. Блин, вы гляньте, это же просто комната мечты для любого из нас. Просто сидит тут и... Вода, бухло, книжки, дрожжи. Камера тут вообще, чудо, вот хавчик у тебя вот тут за спиной. Комп нахуй с 4-5 мониторами. Сервер свой. ПК. Ебать, он тут, не, ну хорошо устроился на самом деле. Вот я бы так, да, посидел бы. Гранатометный выстрел. Писали изначально, там оба не скриптовые, они сами по себе живут. И вот этот вот игровой театр забытых технологий древних. Может еще где-то есть, но я хз. У Левина пунктик на то, чтобы мир был живой. Любопытно. Майнит крипту. Да этот мудак скорее, блин, хомяка тапал, нежели чем майнил крипту. Ну, рожа у него такая, знаешь, не очень. Хотелось бы сказать, неумная. У него рожа такая, как будто бы он засунул свое лицо в микроволновку в надежде, что он станет супергероем там. Да, блин. Мне даже вот, знаете, вот когда я это сейчас сказал, мне кажется, как будто бы где-то я это слышал. В том плане, что где-то я такую новость слышал. Как будто бы такое, ну, в действительности происходило. Может, слегка брежу, но хз. Но особняк у него был, значит, не тапал. А вот Джудас он делает как апофеоз этого пункта, так как руководитель он такой себе. Ему надо рядом фиктивного манагера, чтобы он в облаках не летал годами. Так, костюм Танпенни нахуй выкину.
Блин, у меня слишком много стимуляторов. Ну выкину 30-ку сюда, ладно. Вот 30 стимуляторов. Готовы? Черт его знает, что он там себе устроил. Да пойдем, пойдем. Чё, игра? Если двое великих сходятся, они соперничают. Это неизбежно. Келверт и я, мы оба великие люди. Блядь. Но сегодня нашему соперничеству придет конец. Пойдем же. Левин Джудас. Стоит флекс. Он сидит в маяке. Маяк. А, да? Нас просто впустили внутрь. Лазерная винтовка. Гатлинг лазер. Ладно. Так, чисто сразу. А, да ты чё? Ой, блядь. Гипнотрон. А в этом ремастере System Shock там, получается, театр есть или нет? Кстати, про хомяка я его вообще не тапал, ибо мой знакомый сказал, что с него прибыли никакой не будет, так как это скам, и максимум, что я покуплю с его тапа за месяц, это куплю мини-пиццу за 100 рублей. Да, кривой косвенно есть. Не, ну вот он нормально так играется. Ну что-то все ругали этого System Shock, но, блин, по мне все прикольно было. А вот это вот... Я вот просто пытаюсь вспомнить, такое, может быть, было в этом. Короче, выходила же игра одна про Дикий Запад. Ты там играешь за мертвеца, которого оживили какие-то духи, чтобы тот нечисть уничтожал. Так сказать, баланс принес миру. Ну и в общем там всякие разные эти твари ходят там. Ну вот, хотя там не было такого, по-моему. Штука в том, что там не было экосистемы внутри, чтобы, ну, одни NPC конфликтовали с другими. Ну не такой вот типа выраженный, что, например, какие-нибудь болотные твари там сражались бы с какими-нибудь лесными тварями, там хуй знает.
Ну, там что-то около было, там типа одно животное типа попытается загрызть другого, но не более того. А, что-то Wild Blood назывался или как так? Что это такое? Ну, про Биошок? Да. Ну, вот Рокси Кэт вот просвещает, сидит на тему Биошока, что там есть вообще скрытая механика. Ну, как скрытая, там о нем говорится, но я его что-то очень не запомнил. Но вообще, да, факт в том, что в Биошоке все-таки и... Ну, вообще в играх Биошока есть то, что что-то происходит все время, всегда. Где-то что-то вот типа ебашится, там прочее и так далее. И вот Рокси Кэт поясняет за эту тему. Этого от него и следовало ожидать. Тут отличие, во всех играх все события происходят в радиусе действия игрока, по скрипту игровой театр, они там просто без игрока. Ну, типа, я этого понимаю, но в то же время задаюсь вопросом, насколько это может быть уебищно для производительности, типа. Проклятие! Только посмотрите, кто! То есть ты не можешь найти место, где чат тоже произошло без тебя? Не, концепция вообще крутая и интересная, но, блин, я сразу задался вопросом на тему. А насколько это все вот в этом плане, типа, плохо? Я думаю, все задаются этим, если, ну, когда узнают об этом. Типа, не я один такой. Бля, бафаут придется ебануть. Ну давай, он где? Живи! Живи! Шевелись! А, кстати, насчет этого хомяка. Я его как-то раз запускал, чисто глянуть, что вообще к чему. И, ну, просто тупо кликер. Ничего особенного не видел. А когда я узнал, что эта вся хуйня чисто на какой-то, типа, как бы это сказать, на поверку по типу, ты главное тапай, потом типа реально заработаешь, я такой, блять, и это реально кто-то верит и тапает чисто ради того, что в натуре заработать, а не потому что это типа залипательная какая-то типа кликалка. И... Это просто пиздец, конечно. Да. Есть даже всякие разные видосы. Видели, может быть, как просто, блядь, группа скуфов, нахуй, типа, все эти пузатые чуваки мира, бля, собрались в одной комнате и, типа, делают, вот, как его, хомяковую ферму. Там дохуя смартфонов, короче, объединили они и... Там с помощью программы, типа, они могут заставить... Ну, точнее, с помощью программы они, типа, ну, все одновременно тапают, типа, так сказать. Там что-то, короче, такое, типа, жесткая тема, блядь. Бедняги, блядь. Не, прикиньте, они просто реально, скорее всего, и кредиты там, вот это вот все. Ну, то есть, реально вложились в это говно, просто представьте себе, блядь.
Так, если расширять эти области, добавлять актеров, то да, будет грузить сильнее, что логично. К вашей теме. Кто-то реально покупал телефон для этого вместо тупо расковырять того же телеграм-бота и запустить его сколько тебе надо раз автокликером. Там вроде как что-то дали. Копейки. Сущие копейки. Да. Держись рядом, черт тебя дери. Куча народ мертв. Сам разберется. Иди сюда, мой мальчик. Нам есть о чем поговорить. Вот. Блять, я сразу понял, в чем прикол. Иди сюда, мой мальчик. Нам есть о чем поговорить. Ага, наконец-то. Вот ты где, мир. Ну, наконец-то. Покойно. Эй, прикрой меня. Продолжение сопротивления. Да блять, бафаут. Здорово. Я уже воротил вечный угроз. И отвратительная кучка извилин. Наконец-то мы встретились лицом к стеклу. Но опасаюсь, что в конце концов это вам здесь придет. Нет, Келвин. Я привел с собой кое-кого. Ты сильно удивишься. Он старшего брата с собой привел. Выяснить, где ты Но на чьей он стороне? Ты это знаешь? Уверен. Союз никогда не умел. Но это не еще посмотрим. Убей его. Нет, убей его. Я твоего кривляния не потерплю. Ах, ты А можно вас вонючее обоих серое убить? вещество. Ваши слова меня не задевают, мистер Уолтер. Вы человек грубый и глупый, не способный даже Пускай болтает. А сам-то вечно пустые угрозы и болтовня. До дела никогда не доходит. это просто смешно. Какая гордыня, какая глупость. Мани-мани. Да, они такие типа мани-мани, а сейчас они плаки-плаки. Ах, ты вонючее К сожалению. серое вещество. Не, ну их жалко, что, блин, бедняги скучно. Глупые, но все-таки А сам-то люди. вечно пустые угрозы и болтовня. До дела никогда не доходит. Бля, пускай они поцелуются, блядь, эти выебут себя друг друга, бля, ментально, нахуй. Я послушаю, просто постою. Да когда ж все это кончится? И ты, и твои жалкие угрозы. Ах ты вонючее серое вещество. Ваши слова меня не задевают, мистер Уолтер. Вы человек грубый и глупый. Ага, они просто по кругу ругают друг друга. Кое-что у меня заметно лучше твоего получается. Я умею ходить, мразь. Я тупо в ТГ-бота подрубился, посмотреть, что как там, там запрет стоит такой, что обойдет, тоже делать. Там тупо экран запрет на фронте и бэком не контролится. Может потом сделали, но когда я ковырял, этого не было. Серое вещество. Как грубо, мистер Уолтер. За все это время вы так и не дослушались свой слова. Колодец, ты меня... А сам вечно пустые угрозы и болтовня. До дела никогда не доходит. Наконец-то! Мир избавился от этого мерзкого, вонючего, Схватка заносчивого мозга. Ты только подумай. Все, что он узнал, все, что он получил, все это теперь мое. Мое! А то обгадишься. Придурок! Ты и представить не можешь, сколько это стоит. Я борюсь с Келвертом уже 200 лет. И теперь я наконец победил. 200 лет технологий, знаний и исследований, которые он отнял у меня. Все прежние бля, поражения пиздец. больше не имеют Понял, значения. Ну и где моя доля? Можешь забрать из этого отвратительного места все, что хочешь. То, что нужно мне, для тебя интереса не представляет. Греби свои трофеи
Не думаю, что наши дороги еще раз пересекутся. И кажется, мы можем оба возблагодарить Господа и спеть ему осанну за это. Наградной ключ убежища. Чего, блядь? Споем осанну. Осанну. Ну, я получил выгоду со всех сторон. Так. Блин. Какие наркотики. У вас появился... Блядь, теперь лютый наркомен. С Москвы хулиган. Там как у нас... Бля. А где моя награда? Серьезно? А что это такое? Так. Это говно выкинуть. Бля, короче, гранатомет к хуям выкину вообще. Зачем он нужен? Что это? Ну и моче. Что это за хуйня? Так, ладно. Микроядерные батареи соберем. Ну да. Угу. Не, ну как бы то ни было, даже и так. Я, ну, чисто так глянул на это вообще все. На годотскую вот эту всю тему. И пришел к выводу, что оно мне не надо вообще. Ну, в том плане, что, ну, действительно... Уж лучше, типа, уже состоявшегося нормального движка, типа, что-нибудь там делать, у которого что-то вот возможно сделать в конечном итоге. А не вот это вот все. Может быть, я такой сяду и, блядь, захочу сделать сетевую игру какую-нибудь, блин. Хер его знает. А я его не смогу сделать только лишь из-за того, что, ну, Godot в этом плане, ну, полное дерьмище. Ай, блядь. Пофаут. Да, движок не важен. Готов. Сейчас для онлайн. Он для онлайн кривой. Для всего остального, да, делать не хочу. Это сейчас шифровка появилась.
Ну просто меня еще его отношение этого чувака напрягло. Тебя не напрягло вот эта вот вся тема? Меня напрягло, честно сказать. Просто в натуре складывается такое ощущение, что, ну, бля... Потом там такая клоунская хуйня может произойти, что вообще пиздос. Угу. Пир-то-пир, окей. Ага. Так, задание. Пойдемте, отдадим бухлишко женщине хромой. Ну, клоунская хуйня происходит, но они тебе ничего предъявить не могут, ибо open source. И поменять мне IT лицензию, если то взвоют все и реально на Unity уйдут. Да. В кого я стреляю? Кого я... Контрабандист? Папа. А? Укрытие! Убить их! Кто-то мне папой назвал? Ебать. Нет! Жизнь на боксера прибежала ко мне кулаками вопрос решать. Сильная женщина. Блин, жалко, что в этом сраном Point Lookout нету радио. Блять. И чё? 80 стало. Блин. Знал ведь, что наркотики до добра не доводят. Знал ведь. Ну, ну это да, бесспорно, бесспорно. Для оффлайна дешатина я играл, он отличный, мне не надо ничего другого. И то, что я в году за неделю сделал и в Unity, буду 2-3 делать, он сложнее. Да мне как-то даже наоборот показалось. Ну... Мне Unity как-то показался чуть попроще, что ли. Может, потом еще мне не поменяется сильно, но пока Unity нравится. Угу. Да не, господи, я там чуть-чуть всего поделал. Там. Ну, по сути, даже не кодинг. Ну, как бы кодинг, но не кодинг. Херня просто. Скрипты как компоненты подтягивал одно к другому и всякое такое. Года просто быстрее в разработке. Пермыши.
Гриш Камшот. Ну, что ж, снова здравствуй, проект «Чистота». С момента моей последней записи прошло почти 20 лет. С тех пор, как я оставил все позади, чтобы дать моему сыну будущее. Мы провели это время в убежище 101, надежно укрытые от остального мира. Не все было идеально, но нам ничто не угрожало. А чего еще желать? Теперь мой сын уже взрослый, красивый, умный, уверенный мужчина. Это он про меня Прямо говорит. как его отец. Нет. И как бы трудно ни было это признать, он вполне может обойтись без папочки. Папочку, папочку. Папочку. Блять, ебучий тот город. Тот город, он без отца рос, да, или как вообще? Кто-нибудь в курсе насчет этого? Как у него дела обстоят в этом плане? У меня просто реально начинает складываться такое ощущение, что у него батя не было вообще, в принципе. И он, типа, компенсирует весь этот момент вот именно такими играми. И я хуй знает просто реально. И Гадошнику я знаю уже несколько челов, один поумнее меня уже предлагал, когда он игру закончит, счет свое замутить. Не горю, но посмотрим. Хобби. Ну да. Блин, что за дерьмо происходит-то? Да... Да ебать, погулять нельзя, что ли? Если что, Fallout 3 это подростковая игра, кто не в курсе. Это как, знаете, как играть в Сумерки, нахуй, или Дивергента, там, что-то в этом духе. Мы играем за 19-летнего пацана, если что, напоминаю, вот. 19 лет этому парню. Молодой, целеустремленный. Он сам может учить меня, как я тебя. Прикольно. Я снимаю клиент, серверный код обсуждал, он мне прямо на пальцах разжевал все затыки архитектуры. Ну, я сейчас вот конкретно планирую по изучению Unity. Скорее всего, не до конца курса уже что-то буду делать и конкретно выпускать в Steam. Ну, не знаю, хочется рискнуть что-то сделать. Не то чтобы я торопился и так далее. Вообще не тороплюсь, ничего нет. Вот что-то прям железное, конкретное вот придумаю. С какой-то нормальной концепцией и там прочее. С какими-нибудь интересными механиками и так далее. Тогда вот прям сделаю. Сейчас вот Unity потихоньку изучается. И они такие типа темы закидывают в скиллбоксы эти. Ну блин, типа нормально, в общем там. Сейчас куратор у меня нормально, типа вот работу проверяет. Раньше вообще душнило был какой-то. Именно душнило не в том плане, что мою хуевую работу отправлял на доработки вся хуйня, а не, скорее просто тупо душило нахуй.
просто ну, какой-то хуйней там доебется там до поребрика какого-нибудь там. А там по факту сначала ты там делаешь на этом Unity 3D объекты, то есть 3D моделированием занимаешься, ну, в начальных главах. А потом уже вот сейчас уже только на 4-5 главе скриптами начали заниматься. Так что так, да. Если во время там типа как практическую работу закидывать что-то, что касается уже того, что ты прошел, чисто для закрепления пройденного материала. А вот и мое солнышко снова заглянуло. И как приятно стало на душе. Держи Кто б батарею. сомневался? Наркоманка, Ну и блядь. запашок, а? Ну давай их сюда. Ну и как там наши зелья? Варится, варится, солнышко. На это весь день уходит. Возвращайся немного попозже, а? Дайте сейчас 24 часа подождем. Вот отлично, солнышко. Зельице сварено и по бутылочкам разлито. Вот твоя доля и крышки. Угощайся. Самогон. Блин, не туда пришел. Попался. Прикол. А что, типа, отдохнуть вообще не получается? Поменьше времени, типа. 8 на работе удаленку, потом рисуют для игры платно, потом новых тупо подработка. Ебать. Это жестко. Да, твоей продуктивности только позавидовать можно. Ну ты главное береги себя без фанатизма. Говорить по типу что-то типа, да ты отдохни там прочее такое, не, так, типа такие себе на самом деле, просто типа береги себя. А то, что отдохнуть надо, это типа как бы и так понятно, и на самом деле. Человек, который работает вот так вот 24/7, думаю, такие слова бы услышать не хотел бы, блядь. Нахуя, блядь, типа. Наоборот, надо сказать, типа, ты, конечно, блядь, заебись, классно ебашишь, но все-таки немного береги себя. Чисто береги себя. Да, кредит такая штука. Бля. Вообще, сейчас, короче, как это называется? Вот кепка даже у меня есть такая. Сейчас происходит такая тема, она называется инкубатор B8 или как-то типа того, что-то забыл название, типа, да. И штука в том, что там они набирали команды, 6 из Якутска и 6 из Казахстана.
И они должны бороться за типа призовые места. И призовые места там типа $7000 и общее признание общества. Я туда закидывал, ну чисто я не знал, насколько это все серьезно, и я туда такой типа просто завалился с максимально простой презентацией и там прочее. Ну, надо было, короче, все сразу типа закидывать, по идее. Какой-нибудь там прототип игры из Кута и там прочее и так далее. То есть там изначально, когда ты сразу закидываешь там презентацию и так далее, они там эксперты как-то все смотрели, выбирали, кто будет участвовать. Там типа кажется прям... Я только в день мероприятия об объявлении участников в этом конкурсе узнал, насколько все серьезно. Но, короче, штука в том, что тот инкубатор, или как он там называется, B8, типа такие темы происходят, ну, раз в год точно, типа. И даже 2 раза в год, возможно, чаще будет происходить. Я к чему это рассказываю? К тому, что может быть потом к следующему такому, типа вот, опять же, мероприятию можно будет что-то конкретно, типа, показать и вся херня. Ты мог бы со мной с каким-нибудь проектом вот так вот залететь? А, бля. То есть это привлекло бы лишнее. А, ну да. Не, ну хотя ты серым кардиналом можешь побыть, конечно. Потом деньги тут поделим. Ну ебать, $7000. Ну ты чё? $7000 это $7000, нахуй. Согласен? Еще одно поместье. Класс. Тебе стоило побывать тут 30 лет тому назад. Лишний повод того, чтобы кто-нибудь потрогал мои яйца. Классно. Держись подальше. Ты что делаешь в моем доме? Нихуя себе харизмы в натуре. Вау, это первая проверка на харизму. С самого начала игры вообще первая. Мне просто очень понравилась архитектура, а я не со зла. Ты в поместье Блэкхоллов. Это не туристская достопримечательность, но я ценю твой хороший вкус. Заходи и поговорим. Что ж, отлично. Не-не-не, ты не понял. Люди должны уметь находить общий Там какая-то язык, международная особенно тема, это в не наши чисто времена. российская какая-то штука. Цивилизованная беседа. Там типа Величайшая из вот, утраченных там прямой искусств, контакт не именно с этим, вот, с Якутском и Казахстаном, типа такая штука происходит. Понял? И в Казахстане там какие-то типа тоже какая-то IT ну не компания, а что-то сообщество акционеров или что-то, хуй пойми вообще, короче, что-то такое.
Блин, ща подойду-ка. Ну да, я понял.
Ух. Ну ты слишком как-то этого. Но ну а так, конечно, данные мысли не дадут спокойно поработать в таких мероприятиях. Угу. Это хуево, да. Ох. Немного проявил заботы. Жене еду подготовил на завтра. И рис острый кушаю. Ну да, я знаю. Насчет публичности и серой зоны. Мы об этом на людях в открытую не говорим. Ха! Слова истинного сорви головы. Отлично. Да, я. Такой храбрец, как ты, может сослужить мне хорошую службу. Видишь ли, у меня похитили А я семейную прыгаю на реликвию. манеже в этой игре. Эту реликвию, книгу, утащили болотные дикари. Разобьешь пару голов, принесешь книгу, получишь денег. Что скажешь? Гобля. В восточной части променада в подвале разрушенного дома есть языческое капище. Думаю, она там. Верни ее мне и получишь награду. Смотри. Ага. Пошли. Постой. Скажи мне, Авди послал тебя за книгой? Ну да. Я так и думала. Дитя мое, выслушай меня внимательно. Ее нельзя ему отдавать. Это книга Кривбекни, вместилище большого зла. Ну, боже. Да, Кривбекни. С этой книгой связана долгая, страшная история рода Блэкхолл. Они давно потеряли ее. Однако книга снова попала в Пойнт Лукаут, и Авди ищет способ получить ее назад. Авди ничем не лучше язычников, у которых он попросил тебя украсть книгу. Он уверен, что с ее помощью сможет получить над ними власть, и Бог знает, что еще. Но эту проклятую вещь можно уничтожить. Этого я и хочу. Денег я пообещать не могу, зато у меня есть медицинские припасы. Прошу тебя, помоги мне совершить благое дело. О большем я не прошу. Я буду в палатке на побережье к югу от Блэкхолла. Да благословит тебя Господь, дитя мое. О том, как она узнала, что я базарю со стариком, еще забей. Угу. Ну, эти варианты, так сказать, рассказываем, что есть и так далее.
Блин, острую еду я все-таки люблю. Буду страдать, конечно, потом. Дико. Да. Оно как будто бы даже того стоит. Ха! Нормально такая хата. Маска крохотного убивцы. Класс. Угу. Порой мне снятся всякие разные интересные идеи. И мимолетом так в голову иногда взбредают. Блять, он куда-то упал. И умер. Но на самом деле, да, надо бы все записывать, по сути. Идеи ничего не стоят. Это да, но идеи не кажутся привлекательными без образа этого, знаешь. У меня образ прям этого всякого интересного возникает. Довольно-таки любопытные вещи. Да, ну...
Привет, токарь. Ну, я чисто в голове себя держу, например, ту или иную игру и все. Ну, точнее, идею именно. В плане не то, чтобы вообще вот прям целая игра, блядь, как идея. А просто идея именно в плане, знаешь, как ракурс камеры. В плане как ощущение от какой-то, ну, определенной атмосферы. Или как, ну, например, была такая типа тема, как создать нарастающее напряжение во время какого-либо действия. Ну, такие, типа, знаешь, мелкие вещи. Ну, это понятно. Так, я вчера потратил полдня до 3 часов ночи, искав по форумам слов физики, работа охлаждения видеокарт. Как должны там они работать? И уже сегодня нашел кастомное решение по их замене. На более мощный и тихий заказал 3 модели для их крепления. И сижу, кайфую. Осталось заказать вентилятор из Алика. Ты за печать заказал? Нихуя. Ну, интересное видео, походу, намечается. Ага. Меня вообще удивляет тот факт, Дима, что ты об 2 играх одновременно думаешь. В том плане, что я думал, ты более сконцентрирован в этом плане. Или идея второй игры прям не давала покоя и надо было уже что-то написать. Хотя, скорее всего, это даже полезно. Работать на бумаге с 2 проектами. Причем сильно отличающиеся друг от друга. Тогда и подумать. На самом деле, да. Интересно, но тем, что я вчера заменил. Ну, очень интересно, расхождение карты получил. Угу. Недавний. Так, извиняюсь за эти ковыряния в зубах, но мясо не дает мне покоя вообще. Погоди, а та идея, которую ты мне рассказывал, она получается как-то это, да?
Чё сейф делает в катакомбах? И почему там внутри стелс-бой с самогоном? Непонятно. Бля, ребята из беседки просто накидали говна всякого и похуй вообще. Аналой. Огромный фолиант на пюпитре должна быть и есть Кривбекни. Книга вся мокрая от, кажется, свежей крови. Я его забираю. Отдай Кривбекни Авдию или Марселя. Да мне... Блять. Мне вообще эти медицинские припасы нахуй не нужны, поэтому я, пожалуй, отдам это все. Блин, такие красавцы, ебать. Да. Билли его зовут. Вот Билли. Ну, я думаю, их всех зовут Билли. Не, смотри, у этого одежда другая, что-то. Удивительно. С пневматического ружья меня пытался убить. Блин. Понял. Не, ну я сценарием, диалогами вообще, типа, буду рад поучаствовать, помочь. Чисто, ну там, заценить, прогнать какой-нибудь диалог, там между нами можно будет. Вообще запросто. «33 художника? Ебать. Уф. Гадэм. Ебать. Может, я еще типа, бля. Нихуя себе. Можете сразу и гарем девственниц, нахуй. Охуел. 33 художника, блядь. Да, это жестко. Блин, знаешь, ты мне напомнил такую хуйню, как будто бы ты хочешь сделать нечто такое, или даже жестче, может. Не, скорее жестче ты что-то надумал, потому что вот, да. Вот эта вот игра. Вообще ебануто выглядит. В хорошем смысле этого слова.
М? «33 художника», говорит. Блин, вот тут интересно, сколько художников вообще конкретно работает вот над таким проектом. Вот это, конечно, жестко. Пока 0 из 10. Ничего полутать даже нельзя. Так. Угу. Кстати, эту игру я буду играть. Голдмана этого? Да, я понял. Хоррор для Black of это вон к стримеру. Спец по говнохоррорам. На части, на самом деле, это я вот будучи даже вот стримером не понимаю такой вещи, как я не вижу смысла давать играть популярным стримерам хоррор игру, если ты разработчик этой хоррор игры. Если этот хоррор игра... 4К. О, здорово, Ятро. Если это хоррор игра прям такая, типа сюжетная, такая довольно ну, как бы сказать, прямолинейная, линейная. Ну, то есть, ты же таким образом, по сути, как будто бы... число продаж себе занижаешь. Но опять же, с другой стороны, внимание к игре привлекаешь. Ну, тут, типа, такая спорная хуйня, но я больше ссылаюсь к тому, что, типа, вся игра будет заспойлерена, и ее никто играть не будет, типа, как будто бы. Число продаж говнохоррора. Ну, блядь. Ну, блядь, да. Такое может быть, да. Что его купят. Да чё сразу лохов-то, блядь? Игра-то... Короче, геймлуп должен быть крутой. Ладно, говнохоррор, типа, ну, если делаешь, что... Это реально Гоев греешь и, типа, хуйню им продаешь. Который в натуре, ну, типа, ты просто можешь пройти на стриме или на ютубе там. А так, ёпта, ну... Хочется ведь не так. Хочется ведь не так. Просто рельсовый говнохоррор делать намного проще, чем какую-то продуманную геймлуп тему.
Ну да, да. Что-то новое ищет, так и есть. И на самом деле, типа... Ебать. Тот Говард, блядь. Гандон с хитбоксом мне тут насрал. Если так подумать, ну реально, будучи разработчиком какого-нибудь говно-хоррора, ну как будто бы... Ну смотрите, смотрите, я вчера показывал это вот, ну сейчас вот, скорее всего, Диману покажу. Чисто. Так, где там этот... Да, вот это у меня рекомендуемые. Пиздец. Сосиски, пиво, сиськи. Не, ну я отвлекся. Я не это хотел показать. Так, скорее всего, лучше пойти напрямую. Вот сюда вот. Так, вот, да. Инди-разработчики некоторые довольно-таки, ну, способны, начали делать нечто особенное в жанре хоррора. Ну, к примеру, вот это вот, короче, симулятор бомжа. Довольно-таки интересное. Так сказать, симулятор бомжа. Короче, сюжет такой. У чувака жесткие там типа долги по кредиту, вся херня. Однажды, чиля в переулке, он слышит выстрел, прибегает к нему, видит, короче, мужика простреленного, и у него рядом лежит какой-то странный кейс, забирает кейс, и вдруг за ним начинает гнаться какая-то вот, стрёмная хуета, вот это вот, видишь? И эта стрёмная хуета преследует, ну, таким довольно-таки особенным образом. Ну и, короче, смотри, ты бомж, ты лутаешь всякие разные копейки, бабки, там, типа... И, ну и в данном случае, типа, ну, вот эта тема с тем, чтобы найти бабки, копейки эти, нужны для того, чтобы выйти из этой станции, типа, покупка билета. Ну, типа, в этом прикол. И, видимо, все задачи тут стоят вот таким вот образом. Он, короче, все время, насколько я понимаю, находится в вечном преследовании. Его вечно, типа, преследует эта хуета стрёмная. Ну, идея такая довольно-таки интересная. Он, типа, вот смотрит под стульчиками, там прочее. Вот 3.20 стоит билет, мне не хватает. Он еще, типа, это бомж-астматик, поэтому ему приходится вот это вот хуйню трясти. И вот так вот себе здоровье поправлять. Ну, такая интересная тема. Прикольно задуманная игра. Любопытно выглядит. Это раз. Что еще есть? Вот эта вот игра, к примеру. Тоже прикольная была. Вот White Knuckle называется. Вот, смотри, какой инвентарь. Он, короче, подбирает какое-нибудь дерьмо, открывает инвентарь и просто ложит его вот внутри этого кружка. И похуй, главное, чтобы влезло, типа. Прикольно.
Ну, главное, типа, забраться, там, вот использовать всякие разные такие вот предметы. Вот так вот сбираешься. Вот, руки устают. Постоянно за ним, ну, за ним какая-то хуета гонится. Там снизу. Ползет что-то. Вот руки устают, видишь, красным становится. Ну, такая челленджовая игра довольно-таки, насколько я понимаю. Есть места, где вот можно отдохнуть. Но, видимо, там этот отдых прекращается, когда ты начинаешь лезть наверх. И снова это типа жижа снизу начинает идти вверх. Такая любопытная игра. В общем, да. Разработчики думают в ту сторону. Есть такие интересные, хорошие игры. Любопытные. Так, вруби трейлер Reanimal. Reanimal. Трейлер. Вот, что-то такое люблю. Криповый историк, типа Creepy Tale, Little Nightmare. Угу. Угу. На самом деле, я думаю, много любителей таких. Я прям совсем дно инди играть не люблю, играть не буду, но посмотреть кого-то можно. Так, ревил трейлер. Птички Нордик. Они говно не издают обычно. Птички Нордик-то. Говно не издают. А, вот оно как. Окей. От создателя Intelligence. Nothing lasts forever. You were dead. Ну да, черт побери. Это выглядит весело. Ебучий Айджен. Сука, ну дайте ссылку-то. Гэндона, блядь. Так, давай, желаемое добавим. Окей, спасибо. Я... Все. Да. Я вот, помнится, ругал ну, на самом деле, это даже... Ну, вот сейчас я вот теперь думаю, типа, немного в другом ключе. Ну, я раньше, короче, ругал создателя Little Nightmares 1 и 2 за счет того, что они, типа, просто сделали
как бы игру без сюжета, но в то же время типа с таким простым сюжетом. Ну, практически. Ну, просто дохуя таинственная, короче, типа. Ты какой-то мелкий чел, там вокруг какие-то здоровые люди, ты что-то там бегаешь, что-то там вообще, типа, все странно, дохуя вопросов в голове возникает. И, типа, вся красота данного повествования заключается именно в додумывании. Типа, знаешь, ты такой сидишь, додумываешь, и ты такой, вау, блядь, это, походу, вообще пиздец, какая-то бомба. В плане именно сюжета. И, ну, типа, и разрабы этим пользуются. Но сейчас я, типа, восхищаюсь этой темой. Типа, главное, типа, сделать дохуя таинственно и зрелищно и прикольно, а потом сюжет там за тебя додумают, короче, твоя фан-база, твои игроки. Вот это вот, да. Всякие там теории, там прочие, типа, они такие, бля, да там это вообще там все. Типа сначала, что-то такое помню, насчет Little Nightmares такая типа хуйня происходила по типу, это на самом деле аллегория на тему того, что типа взрослые слишком жестоки к детям, и они видят большую угрозу в детях, но на самом деле типа, короче, девочка там что-то это, короче, это все сон собаки, там вот это вообще пиздец. Да, но потом это, конечно, все пересмотрели и так далее. Теории вообще дохуя было. Вот мой тип хорроров, криповые сказки Адвенчура. Ага. Может, сегодня, кстати, поиграем одну такую. Да, атмосфера классная там. И стиль вот этот вот. Но реально игрушечный одновременно. Книга. Тебе удалось ее найти. Быстрее давай сюда. Спасибо. Да, да, конечно. Вот тебе за труды. А теперь отдай ее мне. 1000. Так. Look out. Ебать. Хорошая была женщина. Наверное. Последние слова Марсела, ну-ка. Марсела с волос. Последние слова Марсела. Ну помните Марсела с волосы из «Криминальное чтиво»? Я спала, когда они напали. Я не думаю, что выживу. Наверное, Марсела с волосы из «Криминальное чтиво» сказал бы, не кончай внутрь. Молю об одном, чтобы книга не попала в руки Авдия. Отныне... Little Miss Fortune, да. Мне Little Miss Fortune понравилась, тоже очень приятная. Грустная и очень милая история. Крыпы, она такая. Очень мило разговаривает. Это твоя миссия. It's крыпы. Есть способ наверняка Френбоун уничтожить. играл, но не до конца Тоже проходил. Кривбекни. Не знаю, Но тебе какая-то нужно другая игра отправиться в отвлекла. паломничество, далеко на север от Пойнт-Лукаута, в столичную пустошь. Ищи место под названием Данвич. Там стоит обелиск, чудовищное строение. Он поглотит книгу, достаточно лишь приложить ее к поверхности.
Да благословит тебя Господь, дитя мое. Поспеши в Данвич. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши в слове и в деле, в ведении и неведении, во дни и Я в как будто ночи, Спас ТВ в включил. уме и помышлении. Окей, Данвич, будет сделано. Так, а что я тут делаю еще? Тут есть какие-то задания? Так, бархатный занавес. Гейммейкере. Фрамбоу. И Мисс Форчун. Блять. Сука, пошел нахуй. Да ебать, братиш. Химик. Наемный убийца. Киборг. Механические импланты навсегда расширили возможности ваших. Киборг получает дополнительную сопротивляемость урона ядерного получения. Каннибал. Киборг убийца. Кажется, мне только приходится взять. Надо будет попробовать поиграть в френдбол тогда. Прям конкретно проникнуться атмосферой и все дела. Блин, вот, блять, дайте радио, ебал, дремал, нахуй, пиздец. Ладно, дайте-ка я что-нибудь включу. Тут пиздец, как-то хуёво бегать тут вообще без ничего. Грустно как-то. Так, давайте... Давайте. Давайте запускаем сразу. Так, музыка для прогулки в одиночестве. Во. Музыка для прогулки в одиночестве. Так, атмосферные треки с ночным вайбом. Во. 44 минуты, ребята. Музыка для секса. Но я в Яндекс.Музыке знаком с таким нападом. Так, подождите. Музыка для прогулок, ребят. С ночным вайбом. Что это за говно вообще?
Угу. А, блядь. Классно. Сука. Ладно, я, пожалуй. Ты как раз вовремя. Я выяснила, кто копался у нас в головах. Ты ни за что не догадаешься, кто это. Один тонкий намек. Теперь пароходик мой. Так это сделал Табар? Ага, это его работа. Когда дикари отправляли людей на болото, он поджидал, пока они не отравятся семенами панги, а потом хватал их. Работал коновалом для дикарей и отпускал нас в освояси. И все это в обмен на пангу. Так и проворачивал свое выгодное дельце. Но я решила, что тебе тоже захочется отомстить. Так что посадила его под гражданский арест до твоего прихода. Вот туда. Ага, оказался таким милым, да? Я бы ни за что не догадалась, если бы не заглянула в машинное отделение, пока тебя ждала. Там та еще кунсткамера. Он, судя по всему, бережно хранил все серое вещество, которое у нас вырезал. Можешь взглянуть, если желудок не слабый. Как спустишься, передавай Табару мои наилучшие пожелания, желательно лезвием ножа. А что будешь делать потом? Во-первых, заберу корабль себе. Я уложила Табара так, что кораблик мой. Это главное морское правило. Так что останусь с кораблем, грузом панги и стрёмным шрамом. Я хотела приключений, я их на всю жизнь получила. Думаю, я заберу себе корабль. Буду Ебать, я плавать понял, куда ты, угодно бля, и 5 раз всегда это уже возвращаться сказал, на или типа пустошь и того. проведать маму. Охереть. Неплохая жизнь, а? А тебя я всегда буду катать бесплатно. Окей. Ага. Рад за тебя. Где он-то? Надо же! Это мой любимый путешественник! А уж путешествие было у тебя... В отключке у тебя рот не закрывался. Мне всякого пришлось наслушаться. Но, я так понимаю, тебя гораздо больше заботит, от чего тебе череп раскрыли, да? Ну и нахуя ты это сделал, да? Зачем мы что-то делаем? Ты путешествуешь, убиваешь, забираешь добычу и идешь дальше. Я мало чем от тебя отличаюсь. Правда, моя добыча чуть более медицинского характера, и, если честно, я, скорее всего, убил меньше людей, чем ты. Но я так понимаю, что моя песенка спета. Ну он догадливый, бля. Так, наряд шулера. О. Знакомый кусочек серого вещества. Глядя на этот знакомый кусочек серого вещества, вы почему-то испытываете острейшее чувство потери. Взять его. Осознав, вы научились защищать то, что имеет значение. Теперь вы получаете меньше урона при ранении в голову. Охуенно, блядь. Типа я сейчас, короче, поднял кусок своего мозга, нахуй. И это дало мне сопротивляемость урону в голову. Бля, беседка ебаная. Пиздец. Развлечемся. Теперь, когда у меня есть отличная... Мама глазам не поверит, как... Ага. Сейчас еще DLC Factorio вышел, я его даже не купил еще, ибо это на неделе сразу, когда проходить хз. Factorio. Да. Я краем уха где-то слышал про Factorio, там типа что-то про космос, да?
Ебать, сколько. Как же уебищно не сделали эту тему. Если вы слушаете... Прошу прощения, что не могу лично встретить вас, агент Цянь. Наш контакт в Норфолке подтвердил ваше прибытие. Как же легко американцы готовы поверить, что величайший ум нашего народа может стать перебежчиком. Когда вы выполните свою задачу на родине, вы станете героем. А пока позвольте ввести вас в курс дела. Бля, эта музыка, конечно, просто пиздец какой-то, блядь. Чё там говоришь включить? Да, музыку для секса. Мне просто любопытно, реально, какая подборка может быть от пользователей Ютуба, нахуй. С этой музыкой для секса можно заниматься сексом даже с рукой. Романтическая музыка для секса. Давайте, классно. Звучит охуенно просто. Блин. Вы чувствуете, что занимаетесь сексом? Первое время просто прикидывайтесь американским лакеем. Не вызывайте подозрений. Когда почувствуете, что риска нет, используйте ключ, который вам дали в Норфолке, и откройте один из шкафчиков камеры хранения на набережной близ мотеля. Вы получите пароль к ячейке, где хранится вводное по вашему заданию. Оговоренная сумма будет переведена вам после эвакуации. Джуни Хао Юн, агент Чань. Блять. Был бы я, сука, звукорежиссером этой ебалы, я бы, бля, реально запотел нахуй. Я бы, сука, нашел, ну реально китаянку нахуй. Ну а хули нет-то? Why not, блять? Нет нахуй, он просто взял и какую-то русскую актрису, блять, типа, да, ну, блять, на, озвучивай и изображай, типа, ну, гражданина Китая, блядь. Ну, ёбаный в рот. Почему мне, ну, серьезно, не могут так сделать просто? Ну все, и теперь, типа... Да буду ныть, буду. Все. Это мое гражданское право, блядь. Точнее, даже не гражданское право. Это мое право как потребителя ныть купленным продуктом. Да. Ах, ебать, 4 заколки осталось, сука. Бля, вот сделай игру, ты у меня, бля, просто охуеешь, нахуй. Ты скажешь, бля, был неправ, брат. Бля, я вообще, нахуй, такую хуйню тебе говорил тогда. Бля, помяни мои слова, нахуй. Ты, блядь, вот просто, нахуй. Вас приветствует система безопасности Банком. Не сделай, Необходимо подтверждение совпадения голоса. Идет обработка данных. Идет обработка данных. Пароль подтвержден. Голос несоответствие. Доступ запрещен. Голос пользователя не опознан. Доступ запрещен. Вас привет. Идет доступ Прошу прощения, что не могу лично встретить вас, агент Цянь.
Наш контакт Привет, в Вовчик. Норфолке Чё за подтвердил кибербуллинг? ваше прибытие. Как же легко американцы готовы поверить, что величайший ум нашего народа может стать У тебя раз в жизни я не делал. Ну, конкретно вот тот проект, который мы делали, он у меня так себе. А пока позвольте ввести вас в курс дела. Эта комната станет вашей явочной квартирой в Пойнт-Лукауте. Первое время просто прикидывайтесь американским лакеем, не вызывайте подозрений. Когда почувствуете, что риска нет, используйте ключ, который вам дали в Норфолке, и откройте один из шкафчиков камеры хранения на Конфликтный ты набережной человек, близ Рокс. мотеля. Вы получите пароль к ячейке, где хранится вводное по вашему заданию. Оговоренная сумма будет переведена вам после эвакуации. А самое забавное, что ты говорил, что? Юн Агент Да Чан. забей, нормально все, но до сих пор, блядь, напоминает мне это. Вас привет. И пароль Доступ запрещен. Если я что-то не даст сделать, напоминать не буду. Понятно, все стало. Понятно. Хартнес до операции после, блин. Не особо-то он сильно изменился. Отправляйтесь в банк и введите пароль Синтянь Вэн. Программа настроена так, чтобы распознать только наши голоса. Вас привет. Идет пароль. Доступ. Да ебать, ну... Отправляйтесь в банк и введите пароль Синтянь Вэн. Программа настроена так, чтобы распознать только наши Идет голоса. обработка данных. Голос опознан. Доступ разрешен. О. Так. Новая тема. Агент Сянь, как вам известно. Агент Сянь, как вам известно, в американских водах пропала важная китайская разведывательная судно. Ваша задача — уничтожить обломки подводной лодки SSN-371А до того, как американцы обнаружат и исследуют ее. В прилагаемом досье информация о ее местонахождении. Ваше прикрытие гарантирует, что американцы допустят вас к участию в спасательных работах. Однако вам понадобится код доступа для запуска системы самоуничтожения. Эти коды спрятаны в капсуле зуба нашего местного оперативника агента Ян. Но где она сейчас находится, неизвестно. Найдите и встретитесь с агентом Ян, а затем уничтожьте подлодку. Когда задание будет выполнено, обратитесь в штаб за инструкциями касательно вашей эвакуации. Партия вас не забудет, агент Цян. Да, это понятно. Это понятно. Но я и не говорю, что я прям отвязался. Ну, конкретно в данный момент, считай, практически реально отвязался. Там кодами его там разработкой заниматься. Бля. У меня, знаешь, какое ощущение, что я эту игру в конечном счете, бля, буду переводить на Unity. С Godot на C-Sharp. Точнее, с Godot на Unity, с GDScript на C-Sharp. Бля, вот это будет геморно пиздец. А, блядь! Чего?
Ебать вас много. Да где мой автомат-то, блядь? Охуенно просто. Денежки, да, понятно. Господи, не говоришь так, не знаю. Да тебе-то она неинтересно, настроишь старший чману и будешь только по вопросам сервака с ним. Че, эфир отваливался, да? Хейтер атакует. Сервак. А, понял. Ну да. Не, ну в плане дизайна там прочее будет интересно. Поэтому. Ну, настроение тогда такое вот было. Как я вот говорил, так и вот оно и было, блядь. Ай, задушился, пизда вообще. Ничего не мог с собой поделать. Просто не вижу смысла, зачем тебе с ней ковыряться, если я и ты как болт уже положили по сути. Ну, посмотрим, посмотрим. Откуда? Ну, я чисто подумал над этим.
Но так, мне кажется, один хуй придется что-то примерно такое сделать. Вот что-то прям сильно кажется, что придется. Если вот хочется именно того, что вот было изначально задумано, то надо вот будет прям конкретно, да. Взять и в Unity переносить все это дело. Маленький, да. А вот счастье. Посмотри. Маленький, посмотри. А что она каюнет? А? Göründe. А то до утра вот ее так и не. Там хиддere. А? Столько раз. Ну да. Блять, какая маленькая субмарина.
Угу. Не, ну чма нормально. А? Ну тут типа туман. Это туман такой. Ты убил всех? Пока рядом никого нету. Думаю, еще появится. Титан. Да. Любая подлодка будет лучше, чем Титан, это точно. Сука. Как же это абсурдно. Самое, что забавно, это то, что весь мир смотрел на то, как они собираются умереть. Вот эти ребята. Ну, буквально. То есть... Там хуй, блядь, сидит, рассказывает о том, что они собираются пойти погрузиться, нахуй. С джойстиком Logitech, нахуй. Вообще прикольно. Ебать. Не зря я включил все-таки музыку для секса. Она очень кстати. Ебать. Games, prizes, broker. И снова приветствуйте. У мадам Панады все товары первый сорт. А, лол. Приятно. И снова привет. У мадам Панады все товары первый сорт. Первый сорт. Да, что-то я, конечно, прям... У нее же денег нет. Зачем добавлять торговцев, не способных торговать? Я вообще не понимаю этого прикола. Ебаный тот Говард, объясни, пожалуйста, что за дерьмо? Why? Why?
Нихуя, самогон дорогой, кажется. Так, а что я тебе куплю-то вообще? Блин, вот сижу я, играю в эту игру и, ну, просто понимаю, что тут делать-то ничего особо. Разве что чисто, ну, ради процесса можно было побалдеть. Ну, в основной локации по пустоши. Слушает Three Dog Night, вот песни вот эти вот классные. А я в этом DLC вот сейчас нахожусь и слушаю музыку для секса. Как бы, ну что-то такое. Зачем играешь, так не понятно. Ну да, я типа такой сейчас сижу, реально задаюсь вопросом. На кой хуй мне это все? Хроматический номер 1, да. А, из бачка. На стрима 3-4. Хроматические очки. Не, ну у меня есть хоррор игры, которые можно сейчас заценить. Может, даже запущу. Даже Starfield веселее. Бля, Starfield же еще и тормозит, как сука, просто. Привал близ пляжа. Что тут есть? Бухло, наркотики, мотоциклы. Жду Grounded, Escape Backrooms. Так, от меня что хотят-то? 1, 3, 2, 3, 4, 4, 2. 1, 3, 2, 3, 4, 4, 2. 1, 3, 2, 3, 4, 4.
Точно для секса? Ну, написано, да. Так. 1, 3, 2, 3. 3, 2, 3, 4, 4, 2. Да ебать, ну работай. Один, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 3, 2, 3. А, вот так, да? 4, 4, 2. Это опасная территория. Пожалуйста, освободите ее ради собственной безопасности. Серафим падший. Допуск подтвержден. Следуйте за мной для получения инструкций касательно вашей эвакуации, товарищ. Коммунистическая партия Китай меня сейчас примет. И я заживу красиво. Прошу вас, заходите, агент. Кошка Инструкции женой. касательно вашей эвакуации находятся в этом терминале. Винтовка Backwater. Так, типа что-то крутое. Ваше вознаграждение отправим вашему наследнику под видом выигрыша лотереи. С огромным сожалением сообщаем, что ради благополучия Народной Республики мы должны лишить вас жизни. Партия не забудет. Фон. И чё? Заблокировать канал. Ну вот, наконец-то что-то мне подкинули с проверкой моего навыка. Что-то. Бля, такой тот город скудный нахуй на какие-либо эти. Вот именно типа, знаешь, как вот, ну, ему как будто бы жалко нахуй. Типа, знаешь, подачка дерьма, вот на тебе что-то интересное впервые. Он тут. Знаешь. Да он мне никто, по сути. Поэтому я его оскорбляю все время, всегда. Ну ты прям как фанат настоящий Тодда Говарда звучишь. Просто, блин. Икона Говарда у тебя прям над кроватью, на потолке. Да. Рядом с зеркалом, когда ты типа ходишь в туалет, вот это вот всё. В бумажнике его маленькая фотография.
Есть беседки, только Mass Effect, помню. О, дружок, ты путаешь. Беседка не делала Mass Effect. Там BioWare. BioWare. Ну, BioWare еще, да, они типа такие. Могут что-то интересное сделать в плане сюжета и так далее. И все, ебать. Кончился Point Lookout. Охуенный DLC. Скучный пиздец. Бля, тогда что я помню? Ничего. Ну, получается, ничего, да. Ну, просто, типа, этот... секрет успеха беседки именно в том, что... Они, да, делали прикольные игры для своего времени, типа открытый мир. Давали чувство свободы и все такое. Но в нынешнее время, да и давно уже на самом деле это... Развлечемся. Ебать, как у бога нахуй. Нет. Ага. Бля, может поплывем, а? Типа... Ага, ну слабо. В Wolfenstein же дело бесконечно. Они не делали, они только издавали. Ну, беседка, она такая, типа, то создает, то издает игры. Какая героическая личность пожаловала. ТН1 же... Бля, погоди. Приятно тебя тут Освещение видеть. говна в этой игре, блядь. Ой, спасибо тебе огромное. А теперь, раз у нее появился корабль, Ой, на котором спасибо она тебе возит огромное. грузы, что ж, я могу тебе даже заплатить. Что-то, бля, в твоем голосе, бля, сарказм какой-то, бля, нахуй вообще. Пошла нахуй. Evil Within тоже издавали, да. Тогда помню только Morrowind. Но Morrowind... Вот, кстати, Elder Scrolls изначально всегда делала беседка или как, интересно? Типа такой тоже спорный момент. Может они опять же типа, ну, сделать такую хуйню, как просто выкупили права. Непонятно немного. О, наконец-то можно перестать слушать музыку для секса. Ебать, я так долго сексом никогда не занимался. Охуеть. Сколько ж можно? Проснись, пустошь! Сука! Со всеми новостями и музыкой, которые могут выдержать ваши маленькие сердечки. А теперь скажите мне, детишки, вы хотите Солсбери стейк 200-летней давности или сводку горячих новостей? Я так и думал, что новостей. Ну так получите. У меня к вам вопрос, дорогие мои слушатели. Мальчишки и девчонки, вы когда-нибудь видели дерево? Нет, не эти кривые и черные коряги. Я говорю о настоящих деревьях. Ебать, кто орёт нахуй? Пиздец вообще. Листьями, фотосинтезом, как в старых книжках. Итак, Пиздец, вы слышали этот звук нахуй? Беседка там чё, бля, при записи этого звука, бля, реального ребенка убивали? Что это было вообще? Ебать. Или кота нахуй, вообще хуй пойми. Стрёмный звук был вообще. Гандон. Облеон проходил, не впечатлил. Вау! Он мне хэт так ставит смачно, или что это вообще?
Ну-ка, давай-ка я, блядь, приоденусь лучше. Это что-то вообще пиздец какой-то лютый. Да ебать. Охуеть. Ауч. 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 Настоящий зеленый оазис в наш вонючий век цвета детской неожиданности. Это, конечно, было давным-давно, и, возможно, я тогда экспериментировал с химией, но, говорю вам, он точно есть. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио Новости Галактики, которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно – превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться. И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Древком от него вас и проткнут. А теперь послушаем музыку. Я уверен, в оригинале он говорит не проткнут, а выебут или типа того. А, вот они еще записи. Даже в убежище 101 я никогда не прекращал работу по проекту совсем. Вскоре после нашего прибытия я стал регулярно пробираться по ночам в запретные зоны. Искал, сам не знаю, что-то. В конце концов, это же территория Волт. При строительстве убежищ использовались самые передовые технологии в стране. Но я так и не нашел ничего эдакого. Так что однажды ночью, после полбутылки скотча, я забрался в кабинет смотрителя. Взломать его консоль и получить доступ к секретным файлам было парой пустяков. По большей части это был полный мусор. Пропаганда, шпионские отчеты, доносы, просто потоп сознания. Но одна вещь, одно имя просто бросилось мне в глаза. Доктор Станислас Брон. Конечно, я знал о работах Брона. А кто о них не знал? Великий ученый, волшебник из Волттек, мастер технологических чудес. Но тогда, в убежище 101, той ночью в кабинете смотрителя, я впервые узнал, что Брон участвовал в программе возрождения социума Волттек и о том, что он создал некий ГЭК. Генератор эдемских кущ компактный. Честно говоря, идея ГЭК звучала полной фантастикой, даже для гения масштаба Брона. Модуль терраформинга, который мог создать жизнь из неживого, это уже из области чудес. Но этот прибор не только существовал, он был разослан по нескольким убежищам для использования после войны. К сожалению, 101-я в их число не входила. Я навел справки и нашел имя Брона в списке лиц, приписанных к убежищу 112. Я не бесталанен, но этот человек, он вполне мог преуспеть в том, что мне не по плечу. Быть может, в убежище 112 остались его материалы, дневники, голозаписи, компьютерные файлы или даже эксперименты.
Если я смогу заполучить даже малую часть наследия Брона, Ну-ка. Угу. Ты про все эти иконки? Но я им не так долго пользуюсь, поэтому какой-то подарок справа появился. Угу. Понял. Я ухожу в убежище 112, искать среди работ Брона что-нибудь, что поможет мне запустить очиститель. Все, что я знаю, что оно находится в месте под названием Evergreen Mills и хорошо замаскировано под гараж или что-то в этом духе. Но я его найду. Я должен рукой подать до решения, но в этом весь проект «Чистота». Целая вечность из одних почти. Что ж, может, у Брона найдется ответ. Блять. Гол! Да, видимо, такая ситуация была. Смотришь, корень. Рад тебя видеть. Собака мародера и мародера. Ебать, вот это гол реально нахуй, нихуя себе. 3 медведя, ёб вашу мать. Ну, с одной стороны, их понять ведь можно. Ну, я имею в виду самих UI-щиков. Они-то и спорить не будут. Им поручили, они сделают типа что-нибудь, чтобы просто они приняли работу начальства. Типа вообще похуй. Работу терять-то не хочется. Ну типа взять и сказать, что, мол, все и так хорошо, нахуя мы вам вообще нужны, типа, такое себе. Да, такое себе. Не получится никак. По-другому вообще никак нельзя. Ну, вольте их держите на фрилансе. Ну я с перспективы именно UI-щиков говорю. Они, видимо, очень хорошо убедили ребят в том, что они им нужны. И срочные задачи могут выполнять. И всякое такое. Вот, ебать. Наступит Хэллоуин, и мы такие, типа, раз, и въебем вам нахуй, блядь. UI по-хэллоуински, поняли, да? А если Новый год, блядь, по-новогоднему, ну вы поняли, мы прям на подхвате, быстро, тут на месте, на зарплате. Кайф же. И начальство такое, ну, блядь, да, согласен. Согласен. И они такие еще, типа, пока до этого фрилансера дозвонишься, пока с ним свяжешься. А вдруг он вообще пьяный, бухой, там валяется, там писку дрочит свою, и ему некогда. Да, согласен, согласен. Shakes the bow. He moves me with a smile.
Что за взрыв? the difficult. I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. if I have to hold up the sky. Как работает нормальная ремонтная бригада? Ну, не получай деньги, когда все хорошо, и не получай, когда все плохо. Ну, с перспективы начальника тоже все хуево, как будто бы. Ну как? Ну, это если ремонтная бригада. Ну, UI-щики они один раз сделали по факту. Ну, реально. И все, они не нужны, по идее. Ну, может быть, ладно, типа ты к нему обратишься еще раз для того, чтобы, ну, слегка изменить, может быть. Ну, сделали, все, уволен. Да. Ну, только для этого есть другое название, знаешь. Типа, единоразовые услуги или что-то типа того. Какой-то маленький контракт. Может быть. Ну, мне даже кажется, что начальство там просто реально в жопе засвербело. Даже не то, чтобы у них просто чуваки на зарплате сидят. Возможно, у них даже, ну, ящики не на зарплате сидят, откуда мы знаем. А вдруг... Записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, не так? А вдруг они реально просто взяли и этим ребятам, которые вот на фрилансе, написали, сказали, давайте, хочу обновочки, типа, понял? Сидел такой, типа, этот, смотрел на это все. У него прям типа такое. Фу, типа. Как я заебал смотреть на один тот же дизайн. И хуйнул так хуйнул. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, ну я обычно сделали. Дети мои, гули это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно. Они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь немного музыки. Это первая леди эстрады собственной персоной, мисс Элла Винчера. Она расскажет нам о том, что в каждой жизни должен быть крови. Так ли, сестренка? Я их в браузере вообще не замечаю. Вот на мобильном приложении, да, типа есть. И как будто даже нормально смотрится. Ну, в том плане, что как будто даже удобно. И реально помогают найти другого стримера, которого ты даже не смотрел, и так далее. Ну, типа, окей, в натуре окей. Но в браузерной версии я вообще его не вижу, я хз, где он. Есть она или нет, блять. Душевно. У тебя есть ОКР, а? Мне прям реально кажется, что у тебя есть ОКР. Может, не такой острой формы, но прям кажется, что есть. В угле
популярный запрос, какой большой отстуча. Ну, вообще... Да, хотелось бы убрать. Потому что есть некие отвлекающие факторы в этих самых шортсах. Там просто, блядь, с нихуя может просто какая-нибудь полуголая баба у тебя просто появиться. Это такое себе. Здорово, Фрид. ГТР. А что такое ГТР? Гиптер. Даже если мы сбежим, нам некуда идти. Мы просто умрем на пустоши. Так оставайтесь здесь, лол. Ну чё плачете? Зачем дергаться? Ёпта, откуда ты взялся? Генерализованное тревожное расстройство. Понял. Ну да. Насчет того, что убивать, все-таки вот в основной локации как-то намного приятнее. Блин, он мне так смачно сейчас въебал. Черт, у меня крыша поехала! Не убивай меня! О! Хотя бы на один день. Задумайтесь, что если у нас получится возродить столичных конгрессменов? Бля, представьте, как абсурдно. И в то же время забавно и охуенно это все. Есть, блядь, некий анклав, который, по сути, является, ну, истинной, тот самый, типа, ну, тем самым правительством США, которое существовало до войны. И она, типа, толкает тему того, что, типа, йоу, ребята, хотите снова оказаться в правительстве, которое затеяло всю эту охуенную войну? Добавим. Let's go, пацаны. Давайте тусить вместе. Я ваш президент. А вокруг такая дичь происходит. Некоторые даже вообще в принципе не понимают концепцию президента и страны. Вот эти вот бомжи, например. Абсурд. Какой же прикольный абсурд. Если задуматься, это очень забавно. Шреки тебя уже воровали? Какие Шреки? Нет. Супермутанты меня не воровали. А такое случиться может? Типа как... А как? Ну ладно, не рассказывай. Это риторический вопрос. Покор не променяю, мне похер на многое, на дизайн его меня бесит. А я из разряда сидит дизайнер, куча объедков с чипсами в волосах и делать дизайн Apple. Элегантно. Я про маленький сделан человечек. А, серьезно? Нет.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the На ютубе есть радио, я его слышу периодически. Так это уже не будет сюрпризом. Я просто уже знаю, что меня своруют однажды. Но как это произойдет, я, конечно, не знаю. Ха. Ладно, окей. It was 20 past 11 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this had to be There was 40 to make their play. Так, погоди, все-таки. And the swiftness of the Ranger is still talked about today. Texas red is not cleared leather for a bullet fairly ripped. And the Ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a moment and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Так, спасибо за клип, но он что-то не открывается? Ладно, со временем откроется, наверное. Ну, какая сука это сделала? Блин, Гэндон. Давай, давай. Блять, ебать, нахуй. Он оружие уронил, по-моему. Прикольно. Не, вот это прикольно. То, что в принципе
когда я попадаю по оружию, оно может отвалиться, это очень прикольно. Или им по руке я стреляю. Стой, сука! Ты кто такой? Улыбка Джек. Я не в настроении с тобой разговаривать. Я дрянь. Ничего, такая рейдерша была, да. Да, была такая прикольная. Я не в настроении с тобой разговаривать, дрянь. Ужасный дробовик. Блин, в натуре такой плохой. My God, boy. Охуенный музон, просто охуеть можно. God damn. Душевно. Я как будто впервые слышу эту песню. Да, хорош. Так, мне бы заколок побольше. Cowboy. My God, boy. Да. Музыка она такая хорошая. Ничего особого. Да. Да. Чисто чил. Надо бы как-то избавиться от квантового ядеркола, куда-нибудь положить всех.
Бля, может толстяка нахуй выбросить. Пизду его. Не, конечно, из толстяка стрелять это весело, но... О, вот и верстак. Так, медаллом, что-то клей 2. Спасибо. Оу, да ладно. Целый пункт лежит, ничего себе. О, ремонтный набор. А урон-то такой, да, серьезный. Мемный бородатый кут, короче, получается. Да, довольно-таки, да. Получается так. Я сейчас конкретно работаю над своим состоянием в плане психического и тому прочего. В том плане, что отказываюсь конкретно от всякого дерьма. Уже давненько не бухал, давненько не курил. И благо не тянет. Как будто бы... Очень-очень даже вовремя для меня во всех смыслах соскочил. Так и продуктивнее стал. Да, спасибо. Так и реально на продуктивность очень сильно влияет. Ясное понимание того, чего хочется есть. Вот сегодня думал, буду сидеть, новую тему изучать, но вижу, что очень поздно освободился от домашних дел. И такой, да, пора играть, пора немного расслабиться. И заебись, нормально. Никакой безумной спешки в изучении Unity нет. Каждую главу, сегмент, в принципе, за день практически проходим. Сегодня вот отправил практическое задание, которое сделали вчера. Там типа практическая работа подряд отправлять нельзя, так как у тебя куратор один, и он проверяет все по очереди. Что такое ей нужен? Не заглатывай. А сплёвывай. Да. Ох уж эти президенты. Чего только не скажут. Может быть, пора включить музыку для секса? Ебать!
ебать, тут вообще... Ну реально, музыка для секса тут подошла бы прям. Господи. Что-то немного внезапно это все произошло. А кого я ёбнул, вот просто вопрос. Кажется, я что-то лишканул. Лучше выпью. А. Так они прикалываются между собой. Сажают друг друга в тюрьму и все такое. Роллплей у них какой-то есть. Это были инк. Ключ мадам. Вот. О, чудо клей, найс. Дорожная броня. И тут Рокси говорит: домашняя броня. Я говорю: кастет. А Рокси говорит: паштет. Вот так вот. Ну что вы тут? Проходим, ходим, бродим. Вышли из DLC полный кал. Ну, впрочем, оттуда города многого не ждал. Он же, сука, членосос. Купи Скайрим, купи Скайрим. Говорит, запой хочу, поощряем. Ауч. А ты, Гудзон, сразу поверил, да? Бля. Бля. Да вы охуели, я не так часто бухаю. Вы что, ебанулись? В смысле запой, блин? Пиздец. Ебать. Блин, с вами вообще никак нельзя уходить в свет какого-нибудь общества, знаете, это пиздец. Такого на расскажете, такого поведаете людям. Да ебать! Пиздец, он меня чуть не поджег хуем. Нью-Вегас? А, ну да, это же из Ютуба. Я что-то немного охуел, подумал. Courier found shot in the head near Good Springs has reportedly regained consciousness and made a full recovery. Now that's a delivery service you can count on. Those were our top stories. Gonna play a song for you right now, and it's about that special someone you find only once in a blue moon. Oh, oh.
Оу. 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 You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Вы звучите как два программиста, которые не хотят третьего программиста в своей компании. Да. Зрю в корень прям, просто вижу, как оно есть на самом деле. Это вижу и понимаю, к чему это все. Все ясно с вами. Ну и я принимаю вас такими, какими вы есть. Коварными. Интриганами. Которые могут рассказать обо мне все, что угодно, но ничего хорошего. Принимаю вас такими, какие вы есть. Бля, граната упала, что ли? Ебать. О. Чего? Это как нормально? Что было вообще? А, вас много. На ядри. Все-таки машина взрывается в Fallout, прекрасно. Нравится. Нравится. Howdy, folks. It's Mr. New Vegas, and I have a good feeling about all of you listening. This just in. Troubling news from Trim, as merchants report a large presence of armed, unsavory figures patrolling the town. Residents are nowhere to be found. One more story for you. NCR officials at Camp McCarran were relieved when technical difficulties with its monorail line to the New Vegas Strip proved easy to fix. One anonymous official told us a serious mechanical failure would have been a disaster because of the age of the train and the scarcity of the replacement parts. Promotional consideration for this news program has been paid for by the Ultralux. The Ultralux. Live life in the lap of luxury. You're gonna love this next song, I guarantee it. Ух ты, нихуя какая музычка. Па-пара-па-па-па-па-па. Так, давайте дождемся ебаного утра, нахуй, это пиздец. О, наконец-то ебучая темнота меня еще выбешивала. Я чуть тянусь нахуй к этой игре про бомжа. Я просто его показал, блядь. Вот додумывать всякое, это вот в вашем репертуаре. Вот просто, блин. К сожалению, оно так вот. Вы, ну, реально хуже бабушек вот этих вот, которые вот сидят и каждую прохожую девушку называют шлюхой, а каждого проходящего мимо парня наркоманом. Эх, ей-богу. Блин, вам бы, ребята,
свой канал открыть и видосы записывать про каждого стримера. Называть их такими вещами, какими вы их видите, да. А я уверен, такие каналы есть вообще. И вам формат даже придумывать не надо, просто типа высвечивайте на экране чье-нибудь лицо и просто ваши сообщения в чате вот выводите. И нормально. И все. И окей. Бля, ебать ты здоровый нахуй. Иди, блядь. О, я траванулся. Пиздец, ебашит траву. Пошел нахуй. Сука. Эта пустошь меня пытается убить всякими разными способами. Местная природа просто до охуения агрессивна. Опасность? А в чем опасность? Почему осторожно? Роботы. Угрозы я пока не вижу, но она явно где-то есть. Нам повезло, что он трезвый, Рокси. Да. Отнюдь нет. Это наоборот плохо. Знаешь почему? Потому что я все запоминаю. То, какие люди есть на самом деле. Я же вижу. Я все потом припомню. Хоть я и так не делаю, я не злопамятный человек, но все-таки я просто запомню это. Я буду понимать, где... Где союзные войска, где шпионы, а где враги государственные, так сказать. Все запомню, все запомню. Так. У нас на работе был парень маркетолог, мы девочка рецептом капец над ним стебались, я сейчас их не жалко его. И 2 недели уже не разбанил, забыл тупо, некоторые уже 3 года тут каждый. Бывает, да, есть такое. Грешен такими вещами, грешен. На кой хуй вообще как лут лежит ручной тормоз от мотоцикла отдельно? Нахуя вообще? О, погодите, это, видимо, знаете, какое место? Типа с режиссурой, вот эта вот вся хуйня, короче. Атмосферой. Давайте попробуем прочувствовать.
Не, я спину-то прикрою, но просто забуду, что прикрывая спину именно твою. Я так, блядь, по-любому прикрою, но просто забуду чью. Добро пожаловать в убежище 112, житель. Согласно показаниям датчиков, вы прибыли с опозданием на 202,3 года. Сорян, Первым делом, блядь. пожалуйста, переоденьтесь в выданный вам комбинезон убежища. Если вы потеряли свой комбинезон, я могу выдать вам новый. Переодевшись, следуйте по лестнице на главный уровень и займите назначенный вам шезлонг Транквилити. Имеется свободный шезлонг. Пожалуйста, садитесь. О, понял. Очередной экспериментальный. Угу. Эксперименты. Так, туда схожу. Металлическая ложка. Комбинезончики. Деньги. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, здравствуйте. Нужен ключ. Ну ладно. Я как будто медленнее стал двигаться, что ли. Роквелл. У всех стресс какой-то, бля. Таненбаум. Нейсбаум, Таненбаум. Нейсбаум. Нейсбаум. П. Педро, Педро, Педро. Номинально. Симпсон. Марш Симпсон. Том Хендерсон. Номинально. Дизерс. Критический. Так, что там у них в виртуальной реальности происходит? Небось, толпа фурии будут других людей. Опа, видели? Там 25-й кадр был. Тебе лучше поговорить с Бетти, малыш. Не заставляй ее ждать. Она на детской площадке. Наверное, уже ждет тебя. А теперь беги. Малыш. А. Ну я типа реально малыш. Чем могу помочь, пацан? Кто такая Бетти? Бетти? Ну, она Бетти. Ну, ты понимаешь. Не заставляй ее ждать. Привет, я Тимми. Хочешь поиграть? Все это не настоящее, это все какой-то сумасшедший эксперимент. Что? Может,
тебе доктора вызвать? Батю видел? Твоего папу? Нет. А что, он потерялся? Блять, максимально тупой вопрос, конечно. До скорого. Типа, а ты видел моего папу? Бля, просто Ну, рандомный чувак Добрый день. подбегает, спрашивает. Че за дерьмо? Какая убедительная виртуальная реальность. Что? Ох, солнышко, беги лучше и поиграй где-нибудь. Нет, моя сладкая, но наверняка он скоро придет тебе. Сладкая. Прекрасный сегодня день, правда? Ладно, что там? Док. О, новенькие! Есть с кем поиграть. Вот мне везет. Мне как раз стало скучно. Ура! Нам будет так весело! Ну, еще отца видела? Слушай, я не знаю. Он вообще какой? Так, он ученый пришел сюда искать доктора Брауна. Это твой папочка? Ура! Нам будет так весело! Будет самая лучшая игра на свете! Никаких игр, скажи, где меня маленькая стерва. Ну не будь гадиной! Это плохое начало. Я сказала, что мы будем играть. Значит, будем играть. Я и так играю в игру, и я в ней не хочу играть. А я сказала, хочу играть. Это просто. Ты доведешь Тимми Нейсбаума до слез, а я тебе помогу. А если нет, ну тогда ты так и не узнаешь, где твой папочка. А, всего-навсего. Без проблем. Да блин. Осторожнее, а? Привет. Прекрати. Хватит. Да блин. Сорян, я думал, ты Тимми, но ты женщина. Нифига прикольно. Часики. А я думала, ты не хочешь играть. Я надеялся на что-то поинтереснее драки. Но в последнее время развлечений так мало. И считай, победа за тобой. Да. А значит, ты получаешь приз. Твой приз — один вопрос, на который я отвечу так честно, как смогу. Она мужик. А Тимми, я уверен, тоже не маленький ребенок. Так. Где батя? Ах, да. Твой отец здесь, на Транквилити Лейн. Ему ничто не угрожает, хотя он больше не может докучать мне своими Дай-ка угадаю, он собака. надоедливыми вопросами. Возможно, со временем ты встретишь его. Что ты с ним сделал? Хочу видеть его сейчас же. Нет, я так не думаю. Мы еще даже приблизительно не оценили твои способности развлекать меня. Пожалуй, сначала ты для меня еще кое-что сделаешь. Ну давайте будем залупаться максимально. Ничего не буду делать. Тогда мы снова оказываемся в тупике. Какая жалость. А, понял. Батя, это ты? Почему ты ушел? Батя, не убивай меня!
далеко убежала. Блять, стой. Я тебя расколдую сейчас кулаками своими. Будет больно лишь чуть-чуть. Подожди. Это все не по-настоящему. Да бля, стой. Это безнадежно! Блять, поймаю. Еще поймаю. Погодите. Кажется, тут чисто. Так, чуть-чуть осталось. Ща. Блять, стой. Кажется, тут чисто. Козел мелкий, точнее, пес. О, почти. Кажется, тут чисто. Да ёпта. Это нихуя не просто, я доложу вам. На нахуй лежать. Ай, блин. Я думал, я его расколдую. Тебе здесь не место. Тебе не следует здесь быть. Это все не настоящее. Оно должно кончиться. Страдание должно кончиться. Согласен. Наконец-то кто-то знает, что происходит, как мне выбраться отсюда. На самом деле мы не здесь. На самом деле мы не говорим. Это все не настоящее. Мы спим и видим сны. Сон превратился в кошмар. Он должен прекратиться, иначе нельзя. Но мы ничего не решаем. Решает он, и он не хочет, чтобы мы проснулись. Кто это он, о котором ты говоришь? Он теперь Брон, этот подонок, думает, что раз он создал эту систему, он тут царь и бог. Но я знаю, он до сих пор использует терминал аварийного выключения. Здорово, енот. Я знаю это. Так. А почему только ты знаешь, что происходит? Не знаю, иногда мне не спится. Я слышу голоса. Моя собственная кожа как будто неправильная. Все это неправильно. Поверь мне, умоляю. Найди аварийный выключатель. Он в заброшенном доме. Он не хочет, чтобы мы туда ходили, потому что боится, что мы его найдем. Это единственный терминал, связанный с внешним миром. Единственный способ все это отключить. Найди его. Окей. Оказывается, тут есть какой-то заброшенный дом. И это еще зачем? Так, какой дом из них заброшенный, интересно? А, вот этот. А, нет. Очень даже обитаемый. Прекрасный сегодня день, правда? Да. Вот этот садового гнома обронили. Ща. Блять, пизду. Так. А, вот он заброшенный дом. И чё мне садовых гномов чисто искать нужно?
А-а-а. И чё? Погоди-ка. Ага, вот. Начало здесь, да? Блять, в смысле? Есть небольшой слух. Вспомогательная команда терминал. Окей. Доступ к программе китайского вторжения. Так, доступ к управлению версиями. Показать текущие параметры. Бам-бам-бам. Так. Лагуна Тукан. Я наконец-то осознал, что модель Лагуна Тукан изжила себе. Я устал от палящего солнца и мерно ударяющий о берег волн. Мне больше не доставляет удовольствия наблюдать, как Симпсон мучается от цинги, или слушать, как крики Нейсбаума, пожираемого акула Мака. Мне попросту скучно, пора вновь сменить цену. Я 1000 лет не катался на лыжах. Вчера Дизерс проскользнулась на обледеневшей ступеньке шале. Пытаясь сохранить равновесие, она умудрилась взлететь и упала прямиком на кованую железную изгородь. Это было впечатляющее зрелище, и все произошло совершенно случайно. Существует ли что-нибудь более величественное, чем багрянец на свежевыпавшем снегу? Увидев это, я чуть более не передумал менять декорацию, но чуть не считается. 23 года — достаточно длинный отпуск. В швейцарских Альпах мне хочется чего-то более привычного. Я удивляюсь себе, я нахожу Tranquility Lane, что значит спокойная аллея, успокаивающий, хотя это определенно Америка. Она напоминает мне о Кронах, город моего детства. В этой модели заложена очаровательная ирония. Здесь резиденты чувствуют себя во всех смыслах дома и в безопасности. Когда я забавляюсь с ними реальные иллюзии, у них внезапно рассеиваются, что придает дополнительный прелесть моим потехам. Я думаю, что мы останемся в Tranquility Lane надолго, действительно надолго. И тут мы начинаем китайское вторжение. Так, сведения об отказоустойчивой программе. Доктор Браун, здесь находится измененный код для программы военной подготовки, которой вы заинтересовались. Я не вполне понял, для чего она вам нужна, и вновь повторю, что эта программа никогда не предназначалась для использования с гражданским населением. Откровенно говоря, я не думаю, что вы сможете запустить ее на доступных вам системах. Однако, если вы сможете выполнить эту программу с отклонением от отказоустойчивости, как требовали, ваши тестовые субъекты в реальном мире умрут, если будут убиты в имитации. Об этом и говорить не стоит. Официально вы получили от меня отказ, генерал Константин Чейз. США, программа военной подготовки, китайское вторжение. Имитация нападения коммунистов на территории США. Окей. Угу. Бывают дни, когда я продумываю
Подумываю, наконец, выдернуть вилку из розетки и покончить как с этой имитацией, так и со своей жизнью. И именно по этой причине я все-таки потребовал установить программу китайского вторжения генерала Чейза, переведя в неактивное состояние протокол безопасности. Я добился того, что всякий субъект в убежище 112 умрет в физическом смысле, если при вторжении будут убиты в их виртуальном воплощении. Смерть в реальном мире, конец моделированию, идеально отказоустойчивость. По крайней мере, так бы и было, если бы не мой собственный недочет. Когда была запущена первая имитация, я узнал, что вторичные средства безопасности, то есть что разработаны для военных персонала Волтек, не дадут мне умереть в реальном мире, и в случае отказоустойчивой гибели моего аватара, я в конце концов мною будут убиты все субъекты, но я останусь жив. Я не должен был хотеть чего-то иного, или так я думал. Это верно, что отказоустойчивость не только напугала бы резидентов Tranquility Lane, но и принесла бы им жуткие смерти, но тогда, что относительно меня. Я не могу вывести из строя средства моей безопасности, находясь внутри виртуального мира. И всякие другие аватары, что я смогу создавать, будут управляться программами искусственного интеллекта, то есть они не будут реальными живыми думающими людьми. Что за радость мучить машину. Итак, освобождение субъектов реального мира — это больше, чем они заслуживают, и больше, чем могу вынести я. Они будут мертвы, а я останусь в Tranquility Lane один и буду обречен на вечную скуку. Я не могу подумать ни о чем более неприемлемом. Окей. Это все, конечно, замечательно, но я сохранюсь. Звучит жестко. Вы получили карму. Класс. О! Ты хоть понимаешь, что это такое? Из-за тебя сработал аварийный выключатель, все пропало. Подопытные умрут, а я застряну здесь до скончания времен. Один! Все пропало! Все пропало! Теперь я заказываю музыку. Все кончено, теперь заглянись и отвечай на мои вопросы. Ничего еще не кончено! Не кончено, пока я не скажу, понятно тебе? Я просто хочу, чтобы все было как прежде. Похуй, похуй. Интересно. Генератор эдемских кущ компактный. Он был предназначен для терраформинга, для возрождения мира после ядерной катастрофы. Технология очень нестабильная и очень скучная. Зачем воссоздавать старую реальность, если вместо нее можно создать что угодно? Странно, слушай. Был гей-клуб. Не, меня вообще, типа, кажется удивительным его существование, с учетом того, что у нас запрещена пропаганда ЛГБТ. Как его нахуй не сожгли и все такое. А, ну... Тогда да, понял. С силовиками прям там ворвались из-за... Ну, там, типа, этого или то, да. Я так просто подумал, они такие, типа, а ладно, мы закрываемся. Ну так, типа, тихо, мирно. А там прям силовики вошли. Да, тогда все сходится. Где батя? Все это время он крутился здесь. А, ну вот собака, я так и знал. А тебе не хватило мозгов догадаться. Ты давно Собака, догадался. понимаешь? Лучший друг человека. Но теперь из-за тебя у меня не осталось друзей. Я бил батю. Так мой отец в порядке, я могу его вернуть? Да, он наверняка в порядке. Не сомневайся. Когда ты выйдешь из симулятора, он будет тебя ждать. Но меня никто не ждет. Да похуй на тебя. Сынок, слава богу. Батя. Я думал, что застрял там навсегда. Я рад тебя видеть, но что ты здесь делаешь?
Тебя ищу. И слава богу. Такого поворота событий я точно не ожидал. Я не был готов встретить Брона Так одну Брауна, больничку везде с и кровотечением он застал нанос. меня врасплох. А это сделали силовики или они такие, ух, гульнем последний раз, и такие типа закрылись и начали агрессивно ебать друг друга в жопу, или как вообще? Я не понимаю. Так, ей повезло, что мне удалось тебя спасти. А вот гадай, да. Че, тебе не понравилось быть собакой? Ну, не скрою, в этом были приятные моменты, но в конечном счете отстоящий большой палец мне больше нравится. А теперь, когда я вернулся, можно продолжить работу. Я должен рассказать Мэдисону, говорит, что ему я узнал. нравится быть собакой. Бля. Батя Квадробер. Горе в семье. Я был прав насчет Брона. Разработанная им технология нестабильна, даже опасна, но может быть приспособлена для проекта «Чистота». Мне нужно вернуться в Ривет-Сити и поговорить с Мэдисон. Если мы сможем найти ГЭК, проект «Чистота» заработает. Че, в Ривет-Сити? Да. С новым знанием я смогу убедить Мэдисон, что теперь наш старый проект станет реальностью. Я хотел бы быть рядом с тобой, чтобы когда мы наконец откроем шлюзы, мой ребенок был рядом. Ну, пошли. Вот это мой сын. Давай поторопимся. Теперь, когда я знаю, что нам нужно, я хочу как можно скорее взяться за работу. Ну, вот так вот. Как на самом деле умерла мама? Я понимаю, ты имеешь полное право сомневаться во всем, что я тебе говорил. Но твоя мама... Об этом я никогда тебе не лгал. Никогда. Она умерла при родах. Это было трудное время. Она так ждала тебя, так хотела подарить тебе хорошую жизнь. Поверь хотя бы в то, что она очень любила тебя. Ну, go. Будь... Здравствуйте, сэр. А где мои вещи, ебать? Вот это странно. Здравствуйте, сэр. Что-то это вот вызвало у меня такой смешок. Наверное, это характеризует меня как нехорошего человека. Может быть, может быть. Чё, бля, мы реально пешком туда будем бежать нахуй? Ты в натуре? Ты сейчас типа вот реально мне тут предлагаешь делать, да? Бежать за тобой, сука, бля, туда, пешочком. Ну охуенно, блядь. Ах, пиздец, бля, погнали нахуй, погнали. Так сказать, причуды отца, да. Спорить с этим невозможно, он просто, короче, мы делаем это. Я не допущу такого. Убью тебя прежде, чем ты до ребенка хоть пальцем дотронешься. Вау. Батя, я теперь на тебя по-другому смотрю, когда ты это сделал. Ты, бля, защитил меня от этого рад Скорпиона. Я не допущу такого. Привет. Здорово, батя. Да, бля, беги уже, заебал.
Сука, он меня типа реально защищает. Я не допущу. Ну, раз ты так хочешь. Охереть. Как бы нам не пришлось охуеть от чего-либо, но мне кажется, мы можем охуеть. Не кажется, или я видел, как когти смерти? Не хочу этого делать. О, блядь. Реально коготь смерти. Мне не показалось. Господи, страшный до охуения. Просто ёбаный рот. Ну, раз ты так хочешь. Живи. Да, с батей на прогулке. Но он, видимо, все-таки какие-то повадки собаки у него до сих пор остались. Он прям типа любит погулять. Я знаешь. не допущу такого. Сначала это безумная псевдореальность. Теперь это. Я не хочу этого делать. Я не хочу этого делать. Что именно? Защищать своего сына или убивать насекомых, блядь? Охуеть. Там реально коготь смерти. Жалко, что тут оружие такое скучное. А вот это что за говно, вообще понять не могу. 1+1 постапокалипсис. Так, у меня есть ужасный дробовик. Он реально плохой. Он так и называется, ужасный. Кстати, погоди-ка, я сейчас, подожди. Я могу купить тут робота. Помнишь меня? Да, помню. Жестянщик Джо. Хочу купить К робота. сожалению, все эти... Поверь, жестянщик Джо никогда... У него просто проблем... К сожалению. Да. Чем еще? У меня карма слишком высокая. Блин, да ты че? Блин, какая же тупая система. Типа вот эта вот карма с напарниками. Как это вообще работает? Тупизна какая-то. Я не хочу с тобой гулять, потому что ты слишком популярный. Блин. Папа. Пап. Офигеть. С папой гуляю. Не, ну вообще эта игра реально, я думаю, популярна у бездетных, бездетных, у людей, у которых не было отца в протяжении всей своей жизни. Вы прикиньте, как им прикольно, наверное. Я не допущу такого. Они такие, типа, блин, вот наконец-то провожу время с отцом. Вообще по кайфу. Да. Нет, тот Говард реально гений в этом плане, если посмотреть. Он такой, наверное, просто взглянул на какую-то статистику. Тебя прежде, чем ты до ребенка хоть пальцем дотронешься. Он, наверное, взглянул на статистику по типу, сколько всего людей в мире растут без отца. Или, ну, выросли без отца. И он такой, ёпта, вот оно чё, все, это моя аудитория, они купят эту игру. Раз ты так хочешь, просто глупо. Закроют свой гештальт, так сказать. И он такой, бля, это гениально. А, кстати, ну да, мы же на прогулке, я забыл совсем, надо... In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead.
He was vicious and a killer, though a youth of 24. Если суждено этому случиться, так Да. Тот Говард такой решил максимально сместить вот этот вот фокус на отца. Он такой, типа, мать убьем при родах, а батя убежит, типа. Ну, то есть, чтобы люди такие, типа, ёпту, блин. Это же literally me. Жиза такие. Ну, именно то, что батя убежал. А то, что мать умерла, они такие, ну, чтобы игрок не вздумал остаться вместе с матерью в убежище или что-то в этом роде, знаешь. Чтобы он такой, да нахуй его, блядь, этого отца, чтобы, типа, чё он нахуй, чё он, блядь, убежал как последнее чмо и поебать, зато у меня мать есть, типа. Чтобы такого не сказал игрок, тот Говард такой, убьем его, мать природа. А батя сбежит, но позже, когда ему станет 19 лет. Думайте, думайте, ребята, думайте. На самом деле все не так уж и просто у Тодда Говарда, если так посмотреть. Он реально, видимо, взглянул на статистику игроков, у которых нет отцов, так сказать. А вот теперь мы вот с батей. Так вот, вот так. Своего рода гений. It was over in a moment and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Возможно, так и есть. Возможно, так и есть. Раз ты так хочешь, видишь, вот поэтому я и отвел тебя в убежище. Я не допущу так. Вот именно поэтому я отвел тебя в убежище. Ну, я понимаю, да. Hello, ladies and gentlemen. Mr. New Vegas here. You're all so great, and we're gonna keep you listening all day. If you like news, you're Не, ну вообще, типа, тут ситуация такая, по типу... Ладно, я начинаю так, типа, ну, потихоньку, вот за время прогулки я, ну, типа, реально немного проникся батей. После всего, через что я прошел. В том плане, что... Короче, он такой... Работать над супер важным проектом, да, вся херня, которая вот реально даст пустоши чистую воду. И... О, спасибо, Фрид, за клип. Чистую воду. И умирает там его жена при родах, и остается он такой с сыном. И... Окей, он такой говорит: пиздец, и чё? Типа, я как буду работать вместе с ребенком? Получается, могу, в принципе, пойти в убежище одно, которое я знаю, типа, есть безопасное. И там почилю, типа, пока у меня сын не подрастет. Да? Ну, типа, мол, у него, видимо, такая идея была, что пустошь без, так сказать, природно чистой воды держалась, бля, 200 лет, так еще 19 подождет. Похуй вообще, типа, такой. И потом, спустя 19 лет, он такой, ну все, пора и съебывать из убежища, и такой, надо доделать проект. А проект-то такой уже, ну... Никак, ну, 19 лет прошло, это типа как вернуться спустя 19 лет к пацанам со словами, типа,
Чё, гоп, доиграем типа игру? Типа... Го я создал нахуй. Сорян, отходил, дела были там. Спустя 19 лет. Да. Немного ебанутый, конечно, он человек, так сказать, но... Хотя бы так отчасти, типа, сыну счастливое детство подарил, там вся херня. Он настолько хотел рождения ребенка, что аж поменял цвет с кожи после рождения, да. Есть такое. Не, но он же в темной комнате стоял, поэтому мы не могли сказать, я понимаю, точно какого цвета его кот. Мистер Нью-Вегас. Все-таки Нью-Вегасе была музыка охуенная очень. Кажется, после третьего Fallout я поиграю в Нью-Вегас. Все-таки, да. Я вот что-то думал, что... Ну, раз ты так хочешь. Вообще, типа, нахуй эту тему, но потом такой сейчас вот слушаю это радио, и такой думаю, ебаный рот. Ну, все-таки охуенно. More music, just ahead. Da-dum, da-da-da-da, ba-bam, ba-da-da-da-da, du-dum, du-du-du-du, du-du-du-du-du. Ты чё? Устал, да? Да, старость не радость. Вот ему лет 50. Мне 19 лет. Получается, я родился, когда ему было... Если суждено этому случиться, так тому и быть. Все в порядке? А, нет, погоди, 41? А, нет, 31. Охуеть, это уже так поздно, как будто бы 40, ну точнее 31. Но в то же время такой думаю... Не, ну лично для меня кажется, что это типа такой поздний возраст, когда... Хотя на самом деле... Такое говорить. Такое себе, конечно же. Нормальный возраст, нормальный. Howdy, folks. It's Mr. New Vegas, and I have a good feeling about all of you listening. I've got news for you. 31, да. А мне раз сон приснился. Пришли за мной люди, забрали, завели в офис. Мы там еще пошарились по офисам, потом созвали совет в комнате для совещаний. Говорят, что тот Говард откинул лапки и оставил в наследство беседку. Мы там еще потом шарились. Я сказал, что бы я изменил в компании. Я сказал, но все, теперь мы по-настоящему работать будет. Ха. Вот это сны так сны. Johnny Guitar. Рад тебя видеть. Рада тебя видеть. Все меня рады видеть.
Да пошли уже, господи. Ну, давай, давай, давай. Если суждено этому случиться, просто Блять, батя! Пиздец, батя ёбнул. Бля. Ну хотя бы. Welcome back to the program. This is Mr. New Vegas, and I hope I'm not coming on too strong. It's just about time to get you some news. Listeners have been unable to pick up radio broadcasts from Black Mountain recently. Most are calling the static quote a welcome improvement. Also in the headlines, the King's Gang in Freeside has put an official end to the Еще его hostilities with the подпинываешь, как будто бы раз. R&B reporter was on hand to speak with the King. I feel so bad. I think it's time we reconsider, baby. That's the news. This is Mr. New Vegas filling in for Ну человек в возрасте, что поделать. Stick around. We've got some great songs coming up for Со you. всем уважением. И без особого хейта. Так, подталкиваем его потихоньку. если суждено этому случиться, Заскриптованные мутанты, я понимаю, хорошо. Да. Сынок! Ты чё ебанулся? 500 рублей на такси, нахуй? Да мы уж лучше, бля, за эти деньги, нахуй. Хлеба купим, яиц. Колбасы и сыра. Все, пешком, бля. Заодно и здоровье подправим. И потопали. И потопали. Эх. И музыка такая подходящая. This is Radio New Vegas, and I'm your host, Mr. New Vegas. And in case you're wondering if you've come to the right place, you have. And now the news. We're hearing rumors that Caesar may have been assassinated by an unknown party. It is currently not known how the assassin was able to evade security. Once again, Caesar dead. A shocking turn of events. Если ты так подробно ты все помнишь, нифига себе. A Любопытно. large unidentified aircraft has been seen circling the skies above the New Vegas Strip. Freesiders are hoping they'll drop food. But I wouldn't get your hopes up, Freesiders. Those were our top stories. And now, Nat King Cole.
You never know. You never know. Love me as though there were no tomorrow. Take me out of this world tonight. Take me, make me forget my sorrow. So when I wake tomorrow, Вот же им нехуй делать было, а? kiss me as though it were now or never. Я пытаюсь увидеть косяк, но вот этот очень похож на косяк. Вряд ли это бы в действительности так, ну, получилось бы. Хотя, может быть, и да. Было бы забавно, если внутри этого R вот эта вот хуйня, типа, была бы, типа, отдельно висящая в воздухе, знаете. Заходи, заходи! Меня зовут Ворон, я путешествую по округе и предлагаю защитные одежды. По тебе я вижу, что тебя преследуют. Почини ко мне все. А, ты не способный, да? Посмотри, что есть. Может, тебе что и приглянется. Защитная одежда на минутку. Love me as though there were no tomorrow. Ладно, давай. Охренеть, мы дошли, ребята. От края до края практически прибежали. А директриса-то выглядит нормально? Окей, так. Я говорил тебе, Мэдисон, у нас получится. И теперь я могу это доказать. Джеймс, ты вернулся. И с хорошими новостями. Я был прав насчет Брона и Гека. Если мы сможем найти такое, его можно приспособить под очиститель. Я хотела бы поверить тебе, Джеймс, правда. Он собирается Всё это Гек просто приделать так внезапно. Мэдисон, говорю тебе, это чистая правда. Я говорил с Броном лично. Он это подтвердил. Разве ты не видишь? Вот оно. То, чего мы ждали. Я не знаю, Джеймс. Прошло столько лет. Неужели проект стоит того? Как можно отбросить возможность изменить к лучшему жизни всех людей на пустошах? Типа что-то делают. Что может стоить Но больше? все стоят, уши греют, блядь, на самом деле. Правда, Джеймс? Для меня это очень важно, Мэдисон. Я знаю, для тебя это не менее важно. Давай доведем дело до конца. Джеймс, у нас нет Гекка. Я могу собрать небольшую группу, но чтобы люди нам поверили, нам нужны доказательства. Я знаю. Я думал об этом. В лаборатории комплекса есть старые довоенные компьютеры, которые мы разыскали. Возможно, в них найдется что-то полезное. Судя по последним отчетам, в комплексе нет Просто электричества. пялится в холодильник. Даже если бы в одном из компьютеров была база Точнее, данных, на мы не холодильник, смогли бы даже открыть. не внутрь. Поэтому мы прямо сейчас отправимся туда и начнем работать так быстро, как сможем. Знаешь, если бы кто угодно другой попросил меня об этом, я бы его выставила из Ривет-Сити. И ты знаешь, меня бы здесь не было, если бы я не думал, что на этот раз у нас получится. Время пришло, Мэдисон. Будь ты проклят, Мэдисон, Джеймс. пора. Когда все будет позади, поставишь мне выпивку. Я соберу свою группу.
Спасибо, Мэдисон. Я рад снова работать с тобой. Привет, сын. Привет. Нам надо вернуться в лабораторию проекта «Чистота». Тамошний компьютер — наш лучший шанс на то, чтобы найти Гэг. Ну, пошли. Вот, я так рад работать рядом с тобой, сынок. А я-то как рад, батя. Я-то как рад. Чё, просто пойти? О, привет. Ищешь что-нибудь? Никаких проблем в округе. Никаких проблем вокруг. Никаких проблем. О, привет. Ищешь что-нибудь? Привет. Чё тебе надо? Что тебе нужно? Мне прям реально показалось, что она меня преследует. Ты куда? Не знаю, много ли пользы от меня будет проекту «Чистота», но я с радостью помогу А, вы доктору все Ли, чем туда могу. идете, ничего себе. Пак. Что за рофл? Не, ну какая-то суета как будто началась, непонятная. Прицениваешься? Так. Давай китайский автомат мне куплю. Ремонтный набор, интересно, есть? Один хотя бы. Ну, у нас разные отцы, я так скажу. Это очевидно, что у нас разные отцы. И мы люди разные. Так, ну-ка. Дай знать, если... У меня же, по-моему, 3. Да, 3-лучевая винтовка есть. Так, а чё я медленно хожу? Отца под перса делают? Да, конечно. Было бы очень странно, если бы отец был бы фиксированный, он выглядел бы иначе, чем персонаж. Это бы, скорее всего, травмировало бы игроков, знаете. Это, Рада. скорее всего, бы травмировало. Погоди-ка, а где тут верстак есть вообще, нет? О, привет. Ищешь что-нибудь? Мне нельзя разговаривать с незнакомым. А чё ты рейкаешь тогда, ёб твою мать? Так, а вон он. Ну вот так вот я выгляжу, ну. Ебать, темнокожий, и лицо у него примерно такого же. Ну, такой же формы. Так что все сходится.
Все в порядке. Ну как четвертый фол, чему Никаких проблем наблюдались вокруг. родаки светлые. Бля, серьезно, там так плохо в этом плане? Придется заменить, если кто-то туда Да, это засунет. жестоко. Наверняка сопрет что-нибудь с нижней палубы. Я попробую. Да, это жестко. Некоторые люди вечно так торопятся. Идет, Привет. идет. Здорово, здорово. Привет, отец, привет. Вот это разнообразие пушек. Нормально. Жесть, ты жесткий. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ну так. Химический стол, да? А, бля. Эй! Вечер добрый. Привет, Сэм. Я не пытаюсь от тебя отмахнуться, но нам и правда пора на проект «Чистота». Все остальное подождет. Да. Хера ты. Я не пытаюсь от тебя отмахнуться. Некоторые люди вечно так торопятся. Некоторые люди вечно так торопятся. Вот мы и здесь, где все началось. Ты помнишь мамину любимую цитату? Откровение 21.6. «Я есть альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Разве ты не видишь? Вот что это значит. Вода, очиститель. Вот она, вода живая. Да Мечта я твоей понял, мамы. да, давно уже. Не будем тратить время. За дело. У нас много работы. Да, тот Гор такой, блин, поясняет всю эту тему максимально по-жесткому. Чтобы игрок такой... Вот интересно, есть ли такой игрок такой, который скажет: а, так вот почему, типа, блин, я вообще не знаю. Что делать будем? Проект был заброшен вскоре после твоего рождения.
С тех пор многое пришло в негодность, а часть комплекса затопило. Тебе нужно добраться до насосной станции и включить насосы, чтобы мы откачали воду и могли добраться до суперкомпьютера. Окей, куда идти? Когда пошла вода, автоматические двери закрылись, поэтому тебе придется идти к насосам по туннелям. Насосы по Тебе что-нибудь туннелям. нужно? Нормально. Привет. Здорово. А, эти места. Да, я тут бывал. Свидетельство моего пребывания до сих пор здесь. Да. Ты молодец. С насосами теперь все в порядке. Беги обратно, и я дам тебе предохранитель. Сука. Реально тот город меня сейчас будет туда-сюда заставлять бегать. Надеюсь, мне не надо сюда возвращаться. Блок предохранителей, бля, не, он меня заставляет реально это делать. То есть тот говор такой, блядь. Пускай он сходит на насосную. Батя скажет, тебе нужно взять предохранитель. Тебе что-нибудь нужно? И потом опять нужно ему Вечер вернуться добрый. на насосную. А тебе рассказывают хорошие вещи. Это правда? Тебе действительно удалось обезвредить бомбу в Мегатоне? Ты как-то небезопасно пишешь, типа... Да, удалось. Я очень горжусь тобой, несмотря на то, что ты постоянно идешь на риск. Только прошу тебя, будь осторожнее. Это очень опасный мир. Гораздо опаснее, чем думают жители убежища. Так, что там предохранитель? Да, при затоплении часть предохранителей внизу закоротила, в том числе в механизмах автоматических дверей. Вот, держи предохранители. Коробка находится в подвале, почти в конце восточной части уровня. Когда предохранители будут установлены, ты сможешь подключиться к компьютеру. Будь осторожен. Ну, то есть это именно из-за того, что движок говна, видимо. Ну, то есть, если бы движок нормально был, ну, если бы он нормально работал, то при мне бы, скорее всего, вот на этой же локации сразу же вода ушла бы вниз. Типа. Чтобы изменить что-то в локации, нужно выйти из нее и обратно зайти. Ну, типа, в этом штука. Поняли, да? Скорее всего, такая хуйня. И, ну, типа, такой костыль. Видимо, он такой. Теперь, когда предохранители установлены, ты сможешь подключиться к компьютеру. Не надо возвращаться в зал управления. Ну, да ты чё? Слава тебе, Господи. Не надо возвращаться, говорю. Обрадовал. Через несколько минут мы сможем запустить компьютер. Используй интерком, чтобы я мог объяснить тебе, что дальше. Здесь, в зале управления, нужно еще кое-что починить. Почему бы тебе не вернуться и не помочь мне? Хотя, постой, есть еще одно важное дело. Дженнис говорит, что в одной из впускных труб образовался засор. Тебе как раз по пути. Вернись на музейный этаж и вызови меня по интеркому, когда придешь. Продолжай свои добрые дела, сынок. Окей.
Да, кстати, без оружия я намного быстрее двигаюсь. Внимание всем. Похоже, у нас гости. Я не знаю, кто они и чего они хотят. Трупы сильно пострадали, и подвальный этаж тоже поврежден. Но все это в пределах наших возможностей. Как только компьютер загрузится, мы сможем подключиться к базе данных и, надеюсь, узнать, где можно найти как. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что через столько лет вы вернулись. Знаю некоторые... Ебать. Разрывная, говорит. Так, ужасный дробовик не поставим. Фух, ужасный дробовик ебет, да. Чё? Чё тебе надо? Чё, вдруг вспомнила, что опять надо подойти? Гиена. Гиена. Ладно, выкину его. Все равно никак его не смогу одеть, к сожалению. Цель обнаружена. Они просто ворвались внутрь, и Джеймс запер дверь. Почему он не пустил меня внутрь? Что он Что он там делает? Немедленно выйти вперед и сдать все материалы, связанные с этим проектом. Это абсолютно невозможно. Это частный проект. Анклав не имеет здесь никакой власти. Прошу вас немедленно удалиться. Это что за говно? Я не могу Я правильно просто понимаю, ворваться и что убить их. руководитель вы, сэр? Да, я отвечаю за этот проект.
Тогда повторяю, сэр. Немедленно сдайте все материалы, связанные с очисткой. Извините, но... Далее вам предписывается оказать ученым Анклава содействие в приеме руководства установкой и ее эксплуатации. Полковник, вы полковник, да? Мне очень жаль, но установка не работает. Она никогда не работала. Боюсь, вы зря тратите время. Сэр, я повторяю последний раз. Немедленно передайте нам контроль над установкой. Что он там делает? Полковник, уверяю вас, установка не будет работать. Мы так и не смогли повторить результаты лабораторных испытаний. Рекомендую немедленно повиноваться, сэр, чтобы не допустить новых инцидентов. Вы меня поняли? Да, полковник. Я сделаю все, что вы хотите. Не нужно применять силу. Тогда немедленно сдайте все материалы. Они говорят, как связанные с проектом, нейросеть и озвучила, знаешь. немедленно окажите нам содействие в запуске установки. Хорошо. Тут, конечно, Дайте мне актеры несколько постарались. минут, чтобы включить систему. Джеймс, это неправильно. Так нельзя. Это неправильно. Мэдисон, прошу тебя, сейчас не время. Ты понимаешь? Я извлеку информацию для полковника, но мне нужно, чтобы ты... Я не буду тебе помогать, Джеймс. После всего, что мы пережили по пути сюда, Мне Да, нужно, чтобы ты вау, контролировала вот это вот, уровни да. мощности насосов 3 и Путь 4. от корабля до Пожалуйста, сюда был подойди к такой панели и следи трудный, за просто ними. охуеть Ладно? можно. что? Ты о чем вообще говоришь? Это полная 500 бессмыслица. метров походили. Мэдисон, прошу тебя. Очень важно контролировать насосы прямо сейчас. Просто подойди к панели, пока я работаю с компьютером в операторской. Джеймс, я... Пожалуйста, просто контролируй насосы. Да Я дайте мне уже устал пушку. ждать. Еще чуть-чуть. Бегите. Бегите. Да в смысле бегите? Что он там делает? Ну, он там умирает, по-моему. Джеймс, его больше нет. Нам надо уходить. В следующий раз они придут за нами. Надо эвакуироваться. Немедленно. Я не брошу моего отца. Ему уже ничем не помочь. Там он убийственные уже радиации. сдох. Ты только умрешь вместе с ним. Надо выбираться отсюда. И немедленно. Ну, показывай Есть дорогу. один старый туннель, который выведет нас отсюда в безопасное место. Мы уже один раз эвакуировались через него, но это было много лет. Надеюсь, все помнят, как туда попасть. Некогда всех собирать, время не ждет. Пошли за мной и быстро. Похуй, киданули их. Ну реально Блин, ну что за говно? Могли бы и открыть, я подлутать хотел. Бать, подлутать. Что скажешь? Не уходи далеко, ты нам еще потребуешься. Прошу прощения. Я не буду повторяться. Твоя помощь нужна нам. Кроме тебя, у нас нет никого с боевым опытом. За нашей спиной анклав, а впереди вообще неизвестно что. Если мы хотим выжить, нам нужна твоя помощь. А ты не начальник. Я отвечаю за этих людей, а теперь, когда Джеймс погиб, за весь проект «Чистота». В цитадель ты без меня не попадешь, так что рекомендую слушать, что тебе говорят. У вас есть план? Нам надо держаться всем вместе и пройти этот туннель как можно быстрее. Мы не будем в безопасности, пока не окажемся на той стороне. Ты держись рядом, а мы пойдем за тобой. За мной? Мы сразу за тобой. Береги себя. А, вы вот так вот медленно идти будете, да? Ну, серьезно? Вы там как, окей? Шутка за турист. Ёпта.
меня нет оружия, не стреляйте. Да хули ты остановился, иди вперед, пиздец, сейчас ее убьют просто. Блять. Прикольно меня телепортнуло в начало локации. Че это было вообще? А ты чё, бля, прибежал? Там все остальные мертвы, что ли? Они нормально. Вроде живы даже. Миссия провалена. Никого же не хлопнули? Блин, что-то я расслабился, конечно. О, нормально такие басы. Нормально. Врача, позовите врача. Я не понимаю, это нормально или... Да блин, я когда-нибудь попаду в него. Броня Тесла. Блин, это кривая пушка дерьма, просто невозможно. ТП, да. Прежний противник не обнаружен. Перехожу к схеме Z74. Как же он старается меня не обнаружить просто. Не дай бог встретит меня. Z74.
Да ёб твою мать, это оружие дерьма вонючего, просто не могу. Не, надо его с калаша убивать, это точно. Ща выйдем. Скажет какое-нибудь дерьмо по типу: а, статус не обнаружен. Эх, я хер знает где он. Вот так вот. Мастер торговец, да, и мне по идее это вообще не нужно. Я уверен, что до конца игры я уже точно буду сходить с тем дерьмом, что у меня уже есть. Блин, тут еще так много всего. Уникальные варианты реплик в диалогах. Ну, давай, хули. Единственное, что-то нормальное, как будто бы. Остальное-то реально не нужно вообще. Недоступно. У меня нет оружия, не стреляйте! Блин, чудо клеения, да? Анклав захватывает территорию от Ривет-Сити до центра Вашингтона. Понимаете? Мне плевать, слушали ли вы все то, что я несу на этой волне уже 5 лет. А сейчас, пожалуйста, послушайте меня и поверьте. Анклав и их самозванный пуп земли, так называемый президент Джон Генри Эдем, со своей гориллой, полковником Августом Уоттемом, пришли совсем не для того, чтобы помочь вам. Откройте глаза, дети мои. У Анклава есть огромный грузовик с браминами, и вместо правды они скармливают... Мы не можем идти дальше. Нам надо остановиться. Почему? У Гарза сердечный приступ. Ему нужно лекарство, или он не выживет. Я никуда не пойду, пока мы не купируем приступ. Чем я могу помочь? У меня с собой нет нужных лекарств, иначе проблемы бы не было. Если у тебя есть стимуляторы, я прошу тебя отдать их мне. Держи. Да, пожалуй, этого хватит. Когда мы доберемся до цитадели, ему потребуется врач. Но до туда он дойдет. Спасибо. Дай мне минутку, и мы пойдем дальше. Дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться Вот так выглядит под человек кроватью. с сердечным приступом. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно — превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться.
И нет смысла сдаваться. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. У меня нет оружия, не стреляйте. А теперь немного музыки. Бля, пацаны, вы нахуй мне мешаете, как бы, блядь. Будешь знать, как со мной связываться. Что, блядь? Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears fall, but someday У меня нет оружия. will shine. Some folks can lose the blues in the У меня нет оружия, не стреляйте. But when I think of you, another shower starts. Мудак, как он мог умереть вообще? Some rain С must такой, fall, блядь, броней. too much is Прикиньте, будучи в силовой броне, ты умираешь от ебаного гуля, нахуй, который, по сути, бля, полуразложившийся человек, который пытается убить тебя голыми руками. А ты, блядь, напомню, в силовой броне. Как ты просто умер? Вот я не понимаю. Как? У меня нет оружия. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life, some rain must fall, but too much is falling in mine. Each and every life, some rain У меня нет оружия, не стреляйте. Да расслабься, волос. falling into mine. Охуеть, как ты меня убил. Some rain has got У меня нет оружия, не стреляйте. falling into mine. У меня нет оружия, не стреляйте. I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose the blues in their hearts, But when I think of you, another shower starts. И ради этого я сейчас остался. Some rain must fall, but too Much is falling in mine. А, о, это братцы стали? Какого хуя, блядь? У меня нет оружия, не стреляйте. I'm sick of seeing the moon is yellow, and I'm your fellow tonight. Soon we'll reach that red letter day, when I will pop the question, can you say okay? Say then we'll be married in the month of May. I'm sick of seeing that things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go by. No more will I
I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your Полагаю, теперь я возьму дело в свои руки. Вау. Давай. When I will pop the question, and you say okay, say then we'll be married in the month. Я доктор Мэдисон Муди. Со мной люди, которые нуждаются в убежище. Немедленно разрешите нам проход. Прошу прощения, мэм. Гражданским доступ в цитадель без специального разрешения закрыт. Прошу вас удалиться. Лайонс, я знаю, ты там. Я знаю, ты меня слышишь. А ну, открой дверь, сейчас же. Здравия желаю. Так. Здравия желаю. О, Лайонс, кстати. У меня, по-моему, есть его костюм. Is waiting for you. А, нет, я его выкинул. Will prove untrue. Прими мои соболезнования. Твой отец был хороший человек. Ну, спасибо, наверное. Не стоит благодарности. Твой отец был энтузиастом. Он всю жизнь потратил на то, чтобы всем нам было лучше жить. Немногие могут похвастаться этим. Мне попался голографический жетон Браста. Что с ним делать? Поговори с писцом Джеймсон. Она хранительница наших свитков. Она захочет узнать, Да. что тебе удалось найти. Умер. Большую часть своего времени она проводит в архивах. Ну да, есть такой человек. Ганни. Наш отважный паладин Ганни обучает всех послушников пользоваться силовой броней, когда они к этому готовы. Учитывая сложившиеся обстоятельства, я разрешу Ганни обучать и тебя тоже. Он во внутреннем дворе. Я ему скажу, что разрешил. Кайф, окей. Здравия. Не ожидал видеть тебя здесь, Мэдисон. Чем могу помочь? Мне не нужна твоя снисходительность, Лайонс. Мне было некуда больше Качает, идти. Помоги нам. Проект «Чистота» захвачен. Я слышал, что там произошло. Ты можешь что-нибудь добавить? Анклав. Они напали на проект «Чистота». Джеймс погиб. А может, и не он один. Не знаю. Сделай что-нибудь. Все, как мы и боялись. Мэдисон, мне жаль, что все так получилось. Жаль, но мы ничего не можем сделать. Тогда сделай что-нибудь прямо сейчас. Они захватили Ладно, очиститель. ладно. Лайонс, нельзя отдать его им. Это неправильно. Ну, успокойся. Ты не хуже меня знаешь, что очиститель не работает. Он им не нужен. Может, пришло время просто уйти? Это неправда. Джеймс, он нашел то, чего нам не хватает. Мы знаем, как запустить установку. Вот как? Анклав. Все готовы знает узнать об этом? последние новости из столичной пустоши? Не знаю. Я тоже Я уже не нет, понимаю, что но происходит. время-то Все пришло. в порядке, Мэдисон. Что Всё будет случилось, хорошо. детишки? А это, как я Отчаялись? понимаю, Не осталось сын силы желания Джеймс. жить? Тогда вам Заебало, помогут последние сколько новости можно. о воскресителе веры. Сходство на лицо. Да, он знает, что нам нужно. Компьютер Волттек, что-нибудь с базой оборудования. Пожалуйста, помоги ему. Хорошо. Мы с этим разберемся. Мне нужно отдохнуть. Прилечь или еще что-нибудь. Все это сразу слишком много. Ротшильд поможет тебе. Но не забывай, что он из братства. Я никогда им не доверяла. Осторожнее с тем, что ты им говоришь. Ну, типа, это как? Visit to Hoover Dam, an attempt on the life of NCR President Aaron Kimball, was stopped by a quick-thinking civilian. Caesar's Legion is believed to have been behind the attack. Also, intense fighting erupted on Hoover Dam as tensions between NCR and Caesar's Legion boiled over. But in a shocking turn of events, the dam has been rendered useless, and both sides have taken heavy casualties. Neither faction appears to have won. Now, sources at the dam
Sam are telling us that the involvement of one key person appears to have heavily influenced the outcome. Well, that's all I have for you. This is Mr. New Vegas wishing you ladylike luck tonight. Coming to you from, Обстоят дела. Здравия желаю. I mean, the great green jewel of the Commonwealth. It's Diamond City Так, Radio. где там мистер Ган? Послушник. Да как ты смеешь Прошу прощения, незнакомец. Я решил, что это один из бездарей-послушников. Эта мелюзга и часа бы не прожила, если бы мы им носы не вытирали. I guess they think, maybe they saw a person in a, Так, вы носите несветлую броню? Мне говорили, что ты придешь. Да, я могу тебя научить, но меня это не радует. Я с послушников 3 шкуры деру, а ты приходишь на все готовенькое? Ладно. Ты правда этого хочешь? Ну смотри, чтобы носить силовую броню, сначала нужно расслабить мышцы. Пусть броня сама все делает. Понятно? Теперь ты. Ладно, все понятно. Теперь ты знаешь достаточно, чтобы как минимум себя не угробить, когда движешься в силовой броне. Уже неплохо, правда? Господи, помилуй нас. Кайф. Вот и все. Здравия желаю. Здравия желаю. But the cry, and nobody's crying. Так, у них тут интендант есть, нет? Здравия желаю. Friends all over, no, I'm trying. В натуре? Правильно. Братство к твоим услугам. Позволь для начала принести. Мир потерял одного из... Не стой. Доктор Ли объяснила мне твою проблему. Накигак. Это абсолютно необходимо? Полагаю, это было бы пустой тратой времени. Кроме того, братство не обладает подобным устройством. Однако, возможно, есть способ узнать местоположение одного из них. Возможно. Боюсь, я не смогу помочь тебе непосредственно. Поговори с... Больше. And I can't get over crying over you. That was the ink spots with "It's all over but the crying," because. Говорит квартирмейстер. У нас. Чё? Говорю же тебе, братство не торгует с чужаками. Если тебе нужно Блядь. разрешение, обратись к старшине Лайон. Here's a thing, a sort of note, I guess, from a sponsor here in Diamond City, and I'll just read it. The Colonial Tap House wants to remind everyone that you are not welcome there. Upper Stands residents only. Betty Hutton sounds like she should have been mad about some guy. Here's her song. Everyone tells me he's no good. He doesn't love me like he should. I would forget him if I only could. He's a demon. Здравия желаю. Я слышал о чем. Ты просто жить не можешь без неприятностей, да?
Добро пожаловать в цитадель. Ага. Не так уж много гражданских видели ее изнутри. Поговори с песцом Джеймсом. Это удар. Причем старейшина Лайонс говорил с Ротшильдом. Здравия желаю. Приветствую, чужак. Мы наслышаны о том... Правда? Надо же. Если у тебя есть время... Хорошо. Как видишь, братство работает по всей территории руин Вашингтона. Часто без контакта с основной базой, здесь, в цитадели. У нас плохо со связью, поэтому многие группы, работающие в поле, действуют независимо, без постоянного отчета. Иногда, боюсь, их операции заканчиваются смертью. Я хранитель свитков и отвечаю за то, чтобы увековечить деяния каждого павшего брата. Именно. Некому оповестить меня о судьбе брата, погибшего на задании. Когда было поспокойнее, мы посылали отряды и гонцов, чтобы узнать что-то об их судьбе. Но сейчас людей не хватает, и мы не можем себе этого позволить. Поэтому я вынуждена просить тебя о помощи. У каждого брата есть голографический жетон, вроде найденного тобой. Если ты найдешь тела павших братьев, прошу. Свитки хранятся у главного библиотекаря каждого. В каждом свитке записана последняя запись, то, как брат умер. Это очень важно. И каждый, кто верно служил братству, нам доступно множество технологий. Благодаря я дам тебе крышек за каждый принесенный тобой жетон, а иногда буду подкидывать. Gotta love Betty Hutton, right? Right? Right. If you're the kind of person who is tired of living in Diamond City, and you maybe want a adventure or something, именно о павших. Ну, что до тебя, то вот твой. The settlement of Sanctuary has, I guess, been founded. 600, нифига себе. Я получила результаты, которые вы просили. Я направила их вам. And in other news, it sounds like maybe not other news. It's actually the same news. The Minutemen were involved in this. That's the Minutemen. I thought they were kind of done for. Sounds kind of crazy, if you ask me. And if it were real, it would be super dangerous. Okay, use your imagination, because here's Happy Times by Bob Crosby. Открыто через 20 лет, и резиденты будут направлены во внешний мир, где его исследования отличат от других экспериментов. Wish on the moon and look for the gold in a rainbow, and you'll find happy times. You'll hear a tune that lives in the heart of a bluebird, and you'll find happy times.
you'll have your happy, happy time. Здравия желаю. Так, окей. So wish on the moon, and someday it may be tomorrow. You will suddenly hear chimes, and you'll have your happy, happy time. Oh, Итак, ты говоришь, что мы все умрем. Здравствуйте. Мэксон. А, этот пиздюк. Приветствую тебя, незнакомец. Я оруженосец Мэксон, преданный слуга стали. Это большая честь познакомиться Будет с вами. главным чуваком в четверке. Soldiers from the Brotherhood of Steel. Похоже, ты нервничаешь, может, это из-за меня? Ну, да, сэр. Если позволите говорить прямо, то из-за вас. У нас тут в Цитадели не так много гостей. А когда бывают гости, то это обычно другие братья. Кодекс гласит, что чужакам нельзя доверять. Отстраняйся от тех, кто не связан с тобой сталью, ибо они слепы. Помогай им чем можешь, но не потеряй себя. Не нужно так нервничать, можешь мне доверять. Ничего личного. Любой, кто не принял клятву братства, не пользуется нашим доверием. Кодекс гласит: бойся тех, кто не принял клятву верности братству, ибо хотя служение и может раскрыть им глаза, пока они слепы. Но также там говорится: да отступят твои сомнения перед мудростью твоего старейшины. Если он доверяет кому-то, поступай так же. Старейшина Лайонс доверяет тебе, так что ты можешь здесь остаться. Ну, видишь ли, я потомок великого Роджера Мэксона, основателя нашего ордена. Я последний в роду. Говорят, что моя душа была выкована из вечной стали, но я в это не верю. На самом деле я просто обычный парень. Меня послали в Цитадель давным-давно на воспитание старейшине Лайонсу. Но это было до того, как западные старейшины потеряли веру в старейшину. Не знаю, попаду ли когда-нибудь домой, но в целом мне тут, в общем, нравится. Страж Лайонс была очень добра ко мне. Она многому меня научила. Ты спрашиваешь меня, что я думаю об Анклаве? Ну, Братство Стали уже сталкивалось с Анклавом. На Западе, более 30 лет назад, как написано в хрониках. Если судить по тем записям, могу сказать, что их солдаты снаряжены улучшенной силовой броней модели 2. Она очень крепкая, лучше, чем наша силовая броня. А некоторые их технологии просто потрясающие. Винтокрылый, плазменное оружие, которое делает из человека лужицу. Это тебе помогло? А, конечно! Я много изучал их с тех пор, как здесь оказался. Они очень разные, знаешь ли. Помимо обычных, есть еще бестии, а есть еще мастера, они вообще крутые. Но самое страшное, знаешь что? Бегемот! Он просто великан! Я однажды видел одного у стен Цитадели. Просто ужас! Ужас! Супермутантов очень много в руинах города, но старейшина Лайонс полагает, что они пришли откуда-то еще, а то бы мы уже давно обнаружили их логово. Похоже, они что-то ищут, вот только мы не знаем, что именно. Нет. Но я мог бы. Я знаю, что готов, я знаю, что будет страшно, но... Нечестно, что рыцари совершают вылазки, а я сижу внутри. Я, между прочим, тоже выходил один раз. Сара, страж Лайонс, взяла меня с собой. Просто, чтобы показать. А еще я убил супермутанта. Честное слово. Я еще вроде как ранил Сару, но не сильно, просто глубокая царапина. Отлично. Да, все. Roy Brown there singing Mighty Mighty Man. Thank you, Roy.
sounds like the Brotherhood of Steel is they're still around in the Commonwealth. I mean, I guess there was some sort of fight, like lots of guns or whatever. Some people, not me, just some other people who were totally different, were wondering if maybe they were looking for something specific. That makes sense, right? I mean, they like technology and their gadgets and stuff, so it seems like a place they would go. I guess they were seen coming out of it all right, so maybe now they'll, you know, leave if they got what they came for, and they don't need anything else. I don't know. Just a thought. I'll play some music. Keep a Knockin' by Louis Jordan is next. I like this one. It's short and it's about telling people to go away. Oh, Louis. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Keep a knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night and try again. Ну, как будто бы навык хакера надо брать. Что-то еще не круто. I hear you knocking, but you can't come in. I know you've been drinking gin. You've been cheating around with other men. I'm busy and you can't come in. Наконец. Так, оружие носит, с Максом успешно учится. У мальчика явно исполнен стрелковым оружием, но меня часто беспокоит его эмоциональное состояние. Ребенок растет среди убийц и сам хочет стать убийцей. Вероятно, я стал слишком чувствительным к старости. Но мне бы хотелось, чтобы у мальчика было более нормальное детство. Ирония в том, что его история слишком похожа на мою. Может, именно это так пугает меня. Не нужно не забыть про Сарин день рождения в этом году. Возможно, стоит послать Кросс в Ривет-Сити. Пусть подберет что-нибудь в тамошних магазинах, что-нибудь красивое. Сара должно быть, уже забыла, что она женщина. Но я не забыл. Да и остальные братья тоже. Это ясно по взглядам, которым они ее провожают. From our sponsors. A portion of this broadcast has been brought to you by the Mega Surgery Center, now featuring facial reconstructive surgery. Why settle for less than perfection? Here comes Dave Crosby saying we should accentuate. I guess that was easy if you were being Crosby. Зависимость наконец-то вылечил. Медицинские операции. Произошел сбой в медицинской подсетке. Команда принята. Диагностика завершена. Выявлен.
Нейрон, все двигательные функции восстановлены. Приступаю к процедуре. Медицинские. Such a positive guy, that Bing Crosby. Hey, have you seen the, there's this article in the newspaper, Public Occurrences. Boy, I mean, it's something. I mean, I'm not saying anyone is a saint. You know, I'm not saying it's correct. Хуя они втопили, бля. And you know, of course, the mayor. I mean, I was asked to read. I have a statement from the mayor's office. Well, I mean, it just says here there's nothing to worry about. Здравия желаю. You know, safe and all, everybody. Kind of. It's crazy stuff, right? I mean, weird. Я писем. Anyway, it's it's something to think about. Прощай. I guess. Worry. Навсегда. That's I mean, that's the song by the Three Sons that I was gonna play it next. I mean, now. I mean, here's worry. Worry, love is passing me by. Хотел бы я принести лучше. Да. Просто решили Обычно мы продать. такими вещами не занимаемся. Но учитывая особые обстоятельства... Ну, всё. Со мной связался старейшина Лайонс. Он сказал... Мои поздравления, блядь. То есть все так хуйня, да? Силовую броню не продаете, да? Понимаю. Worry, love is passing me by. Worry, I'm so painfully shy. Of the guys get all the kisses. Why am I the one who misses? Worry, woe is me. Baby, I'm a fool. Ясно. До новых встреч, вымогатель. Охуела, блядь. Да... Писец Пибоди. Как? Рад снова... О, да. Все спрашивают. Его зовут Либерти Прайм. Очень патриотичный. Создан очень гордым народом в очень тяжелое время. Мы добились такого же успеха в доведении его до ума, что и они. Тебе стоит поговорить с песцом Ротшильдом. Он может рассказать больше. Братство к твоим услугам. Есть как... Значит, полагаю, случилось, что братство обладает некой информацией. Братство к твоим услугам. Hey, would you like some good news? Что показало последнее сканирование? На этой карте изображено местоположение всех известных убежищ в этом районе. Боюсь, вход в убежище 87. Вот как? Значит, полагаю, у тебя есть. Похоже, отец передал тебе свою страсть. Убежище 87 расположено совсем близко.
guess we'll probably avoid super mutants even more than he used to. Hey, by the way, everybody, avoid super mutants. Yeah. One last thing that's well, it's sort of one of the super mutants has I guess kind of joined forces. Отлично. Спасибо за новость. Мы рады приветствовать тебя здесь. Well, it's not really my idea of good company, but Братство к твоим услугам. whatever works for you, I guess. This is a song about easy living, just like here in Diamond City, am I right? Don't answer. Бля, этот ведущий. Ну что ж, пора поместиться мегатонну. Эй, говорят, ты прямо из убежища? Давно никого оттуда не встречала. Рада встрече. Меня зовут... Вот, слушай, я пишу книгу о пустоши. Отлично! Однако из этого, думаю, тебе это отлично. Бронегас. Ну, мне... Ну, где... Ну, еды или как? Неподалеку. Прекрасно. Ну... Гла... Не... Машина любви. О, хочется возбуждения? Помни, стоит тебе купить интерьер, продать его обратно ты не сможешь, но всегда можешь купить новый. Ну что ж. So that was Billie Holiday. Billie is spelled with an I and an E because she's a lady. Now here's another, well, it's some news about things in the world that have happened that I don't know, maybe you hadn't already heard about. It sounds like, from what I heard, people sang in the bar the other night. There was a well, I guess it was some sort of chems deal, like selling them or something, and it went bad. Gunshots, people dead, that whole shebang. It's weird, but this happened at about the same time that Henry Cook went missing. Is that a coincidence? Maybe. It's unclear whether... I mean, no one knows if everyone involved died or not. Probably, though. That's usually how these things go. Just,
Just another day in the Commonwealth, am I right? Right? Удачной охоты. That's the worst thing about asking that question. No one ever answers. О, спасибо, Гудо, за 500. Большое спасибо. Uranium Rock. A song about people getting rich by finding uranium. Для That мотивации. worked out real well for all of us, didn't it? Спасибо. I'm joking. Just joking. Не, ну мотивация была, просто как-то временами залипаешь жестко. Сейчас я просто собираюсь силовой брони взять свои. Блин, где моя хата вообще? А, вон она. Как была помойка, так и осталась, по-моему. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Break it in, bail it up like hay. Have a rocking good time, throw it all away. Yes, that's me in my long Cadillac. Cadillac? Heading down the road and I ain't coming back. Ain't no red light gonna make me stop. When I find that big uranium rock. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Break it in, bail it up like hay. Have a rocking good time and throw it all away. Hope you enjoyed that song by Ебать, мне бежать Warren Smith, туда. 'cause I can't take it back. А, погоди-ка, кстати. Hey, how, Что-то я действительно... how about a bit of good news? If you haven't already seen him, which I did, so I know it's true and not just something I overheard. Nick Valentine is back in town. He was gone for a while, and some people who are totally not me. Я никогда Well, не забуду. they thought he might be dead or destroyed or whatever. Anyway, glad you're back, Nick. Even though we never really talked, like ever. So Magnolia, from Good Neighbor, she was nice enough to let us play some of her songs. There's not a lot of people whose songs we play who are still alive, so a lot of pressure. Here we go. I see you looking round the corner. Come on inside and pull up a chair. No need Да ну, идите вы нахуй, серьезно? Я типа туда пройти не смогу просто. Ой, перестаньте. Да ну не. Ну не надо. Да пошли вы.
Понятно. Тот Говард. Or maybe just one more. But if you're searching for something to bring you comfort, Взял и прошел вас. looking for. Пришел разбираться, так сказать, и взять броню Анклава нахуй. Are you running from yourself? Are you thirsty for a brand new kind of pleasure? Or are you hungry to be somebody else? So sit down your pretty face. You came to the right place. Oh, where every night it starts once more. I'm telling you, friend, your search is at an end. 'Cause I'm the one you're looking for. I hope you enjoyed that last Да song. блин. Okay. So, this radio station here, we don't really make any caps, and there are well, some people help me stay in the air. People like this, Power Noodles. Our chef only says one sentence, but that's okay because he only serves one thing. Here's a real classic from good old Nat King Cole. Orange-colored sky, and it's a good one, no matter what anyone says. I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange Что за дерьмо? Он мертв. one look and I yelled timber. Watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a sprint and I started to shout. I've been hit. I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Out of an orange-colored sky. Ты кто, ёп? One look and I yelled timber. Watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in and the bottom Блин, да ты прикалываешься. walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Out of an orange-colored purple stripe, pretty green polka dot sky. Alakazam,
Нихуя себе. Анклав, блин. Ну и прикол у них. Nat King Cole there. He's just the best, isn't he? Бомбят тут просто улицы. So, some recent activity. Откуда они знают, что я in, здесь вообще, в here, принципе, что here, такое? in Diamond City that you might want to know about? I've heard, I mean, it seems that Nick Valentine is looking into some former residents of Diamond City. There was a house in, it was in the West Stands, and there was a guy and a kid living there, and they didn't really bother anyone, but, well, I guess maybe there was something funny about the whole thing. And I mean weird funny, not haha funny. I mean, I saw the guy, and he looked, sort of scary. But, well, I don't really know much more than that. But, I guess if you see that guy, or that kid that was living with him, you should tell him. The Rider. Or the guard. Or maybe both. Next I was gonna play, Elden Trail, I guess, 'cause it's... Порвался. Бедняй. Into each life some rain must fall, but too much У каждого в жизни должна политься дождик. Так и полился у меня, говорит. into each heart some tears must fall. У каждого в сердце должна ну, типа, пролиться слезинки. Да, это жестко. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. А, блядь, ебать нахуй. Если бы не силовая броня, я бы умер. But someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life, some rains got to fall, but too much of that stuff is falling into mine. And into each heart, some tears gotta fall. But I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose the blues in their heart, But when I think of you, another shower starts. Into each life, some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life, rain must fall. I think that was Ella Fitzgerald confirming that thought. You're listening to Diamond City Radio, if you're listening at all. I mean,
Okay, so, I guess at this point it's safe to say that the Brotherhood of Steel is going to be sticking around. You probably noticed the giant airship. Is it a blimp or a dirigible? What's the difference exactly? Is it a Zeppelin? Anyway, the floating ship in the air that's arrived. Так, They тут еще haven't, что-то есть. made any sort of announcements, but I think they're probably gonna stay. In the meantime, everyone should, just try not to, Оружейные склады don't worry. Александрии. I'm sure everything will be fine, right? О, нихуя, Here's можно Big войти. Maybell with a whole lot of shaking going on. I mean, I don't know what else there is to say. It kind of speaks for itself, I think. Come on, play. Блин, дурак, напугал меня. 21 drums on the whole bass on. Somebody beating on a ding dong. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Come on over, baby. Baby, you can't go wrong. Ain't nobody faking. Whole lot of shaking going on. Come on over, baby. Whole lot of kicking in the barn. Come on over, baby. We got the bull by the horn. Everything's ticking. Whole lot of shaking going on. Making it shake. Go and slow and gay. Making it shake. Cake and pound plate. Shaking the plate. Come on over, baby, come on. Хорошо они тут We устроились. done found that ding dong. Так сказать, квартиры с потенциалом. Дома. Убежище. Прибежище. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Come on over, baby. Baby, you can't go wrong. Ain't nobody faking. Whole lot of shaking going on. Making it shake. Yo, and the flow and the gate. Making it shake. Cake and the pound plate. Making it shake. Shaking is just what it takes. Whole lot of shaking. Whole lot of it. Yep. If you haven't been to Good Neighbor recently, like I certainly haven't, because I haven't been anywhere, you might not know about the latest news there. Now, I'm not saying I know this for И sure, это оружейная and I certainly Аркадия. didn't have anything to do with it, but there's been Александрии, что-то a типа того. robbery, supposedly. Что-то оружия-то нет. Someone, Ладно, again, not пошли. me, I cannot stress that enough. Someone else managed to steal from Good Neighbor's mayor, Hancock. If you're at all familiar with Hancock, or have heard the stories that I have heard, you Библиотека. might be surprised at this turn of events. Бродим, ходим, Like I будем, said, бродим, I бродим. absolutely had nothing to do with this. I just, I heard about it. I would not want to be on Hancock's bad side. If anyone listening, assume, who knows if anyone's listening really, but if you were involved, Арлингтон I ставит would, библиотека. I would
watch my back? Like, Стоять! Этот район под контролем Братства Стали. Немедленно покиньте его. Здорово. song, it's Butcher Pete by Roy Brown. Wait, unless it's Да Roy Brown. расслабься. No, it's Тебе Butcher не Pete by занимать Roy смелости, Brown. раз уж гуляешь по таким местам, как это. Ты грабишь развалины? С чего мне что-то рассказывать, дамочка? Ко мне надо обращаться писец, а не дамочка. Старший писец Ерлинг из Ордена Слова. И говорить со мной стоит, потому что я собираюсь сделать тебе интересное предложение, подкрепленное ресурсами Братства. Это место стало аванпостом нашего проекта. Собранные нами книги здесь можно заносить в компьютерные системы. Ага. А потом мы переправим их под охраной в Цитадель для переписывания в архив. Да при... Понял. Ну, я хз. А, ёпта. Вот тут весело так. Детская крова. Рукашки. That was Butcher Pete by Roy Brown, not the other way around. Да ёпта. Here's the Эти thing. двери. A sort of note, I guess, from a sponsor here in Diamond City, and I'll just read it. Why drink dirty radioactive water when you could have it pure and bottled? Shane Kowalski's Clean Water Market, straight from the filter. Now here's Anything Goes by Cole Porter. I mean, I would play anything by Cole Porter, but this is Anything Goes by Cole Porter. Медиа-архив. О боже, это же мячики, господи. Она же и последняя. Давайте, мальчики, свежее мясо. Вы серьезно, пацаны? Ну типа, бля, вы идете вот с палками, битами на это, блин? Пиздец. Я в ахуе, реально. Anything goes. Good offers who want you better words now only use for letter words. Слабоумие и отвага. Anything goes. Бля, как чувствовал, сука. Бля. Intruding and nudist parties in studio. Ну сейчас от тебя полетят клочки по закоулке. Как два пальца. А, бля, вы заняты?
anything goes. The world has gone mad today, and good bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today you gave a cent today wants that Devereux Chateau. When folks who still can ride in gypsies find out where Блин, чел. anything goes. When Sam goes to stand in the race of fiction, just one man stand in diction, that's anything goes. Щеночки. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toes. Ничего себе. Anything goes. Just think of those shots you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in any pain you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmin', can broadcast the bed from Simmons, 'cause Franklin knows anything goes. That was Anything Goes by Cole Porter. That was Anything Went. No? No. Stop. Hey, so there's this bit of news that might interest you. If not, hang on a minute, and I'll go back to the music that we usually play. If you hadn't heard, I mean, I guess most people know this, but maybe someone didn't. That the Green Tech building was where those mercenaries lived. The Gunners, that's it. That was like their base, sort of. Only now they're pretty much all dead. Those guys were tough, so I mean, I guess whoever killed them had to be even tougher, right? And there's well, I don't even know if this is true or not, but there's this rumor that maybe the Institute was involved. But that's just what I heard. I don't know if that's true or not. It's probably not. Дай мастер такой. Segue. Back to music. Хорош. Спасибо. This is Johnny Mercer singing about personality. If you got it, you should appreciate it, because it's not necessarily common. Johnny Mercer. Что они так защищали? Я что-то понять не могу. The madam has the cutest personality. And think of all the books about Du Barry's looks. What was it made of the toast of Paris? She had a well-developed personality. What did Romeo see in Juliet, or Pierrot in Pierrette, or Jupiter in Juno? You know. And when Salome danced and had the boys entranced, no doubt it must have been easy to see Какие-то огромные локации. that she knew how to use her personality. Блять. A girl can learn to spell and take dictation well and never sit on the boss's settee. Unless she's got a perfect personality. A girl can get somewhere in spite of stringy hair or even just a bit bored at the knee.
Yes, she can show a faultless personality. Why are certain girls offered certain things, like sable coats and wedding rings, by men who wear their spats right? That's right. So don't you say I'm smart and have the kindest heart. Oh, what a wonderful sister I'd be. Just tell me how you like my personality. Baby, you've got the cutest personality. That was Personality by Johnny Mercer. So, there are some rumors out there in the Commonwealth that I have heard. You know the one about the railroad? Synths who want to Кто escape the там? Institute? Ладно, Yeah. хрен с ним. Кто Well, там? maybe it's not just a rumor. Блин, сложно определиться с тем, нужен я им или нет. I mean, they may actually be out there. It Блин. sounds kind of crazy. If you ask me. And if it were real, it'd be super dangerous, I bet. I think it's way safer to just sit here and play music. Why do these objects keep moving? Because I move them. Nah, I forget. Here's music. This song is "Good Neighbor" by Magnolia, who is well, from Good Neighbor. It's one word as a place, but two words as a title. Here's Magnolia. Магнолия. Как будто бы я не слышал эту песню. Или не помню. Out in the fence, had a talk with a man about some cats. He had a flavor. I said I need a favor. I'm a little short of caps, but I'm a good, good neighbor. Dive with the swans out in the commons with nothing on. The mutants stopped to savor all my bad Блин. behavior. It's all in a day's work. You're a good, good neighbor. We can shake it up a little. We can kick it up a notch. We can put it on the grid. Better get it while it's hot. I'll meet you in the middle. You can show me what you got. If you're feeling lucky tonight, Diamond City, yeah, it's my thing. Diamond I City. flash my style. I show my rings. I do the boys a favor. Прикольно. With all my manual labor, it's good to be a good, good neighbor. С возвращением. Это Ну, это ясно. Этот квест сломанный. Видимо, я что-то мог сделать. We can shake it up a little. We can kick it up a notch. We can put it on the griddle. Better get it while it's hot. I'll meet you in the middle. You can show me what you got. If you're feeling lucky tonight, ooh, Diamond City, yeah, that's my thing. I flash my style. I show my rings. I do the boys a favor with all my manual labor. It's good to be a good. Вообще забавно. Ну как, ориентируешься?
Здравия желаю. Вы чё, народ? Я не туда попал. Boys a favor with all my manual labor. It's good to be a good neighbor. I hope you enjoyed. Вообще забавно то, что Obsidian дали, ну, не то чтобы дали, они типа за год сделали типа Нью-Вегас за один год. И они такие типа еще, ну, нормальных песен набрали, хорошую игру сделали, но еще и при этом умудрились найти певицу, которая споет про, ну, в определенном жанре споет про Diamond City. Забавно как. За год. That's good for them, and I guess for everyone else too. So, Такое ощущение, что Obsidian нам сказали, типа, лишнего не рассказывать по поводу how about some music? Wainoni Harris had a движка grandma этого that gambled, I guess, and so и то, как они создавали игру. he wrote a song about it. And I'm Мне not just кажется, talking about там it. ну, I intend to настолько play все it. легко, что вообще Here it is. ебанешься. То есть, прикиньте, не за год просто сделали все. Насколько легко делать игру на этом движке, интересно. Guess what happened? What happened, Mon? Your grandma was playing the number. Well, you just finding that out? Well, what do you know? We found out. Yes, we did. We found out. Now we know. We found out. We found out that grandma played the numbers. We found out. Yes, we did. We found out. She did. We found out. Now we know that grandma plays the numbers. Think about them every day. Dream about them every night. Gets up early in the morning. See that the numbers comes out just right. We found out. Yes, we know. We found out. Bless her soul. We found out. Now we know that grandma plays the numbers. We found out. Yeah! Bless her soul. We found out. Now we know that grandma plays the numbers. We found out. Yes, oh yes. We found out. We found out. We found out. Now we know that grandma plays the numbers. She's at the fruit stand every day. Buys bananas by the bunch. She looked at all Пригорел. the price tags. That's why she gets her hunch. We found out. Yes, we know. We found out. Bless her soul. We found out. Now we know that grandma plays the numbers. Hubris Comics. Hey, grandma, did you get your numbers in yet? Well, so what did you play? 3, 6, 9. Well, what do you know? That was Wainoni Harris. So, there's this thing I heard about. I'm not even really sure what to say. There are stories about. Well, it's some big contraption that's being built out there in the Commonwealth. No one that's mentioned it, they don't know what it does. Not for sure. This next part, well, I mean, it's just people talking, you know. It doesn't make it true. Not necessarily. But it's been said
has something to do with the Institute. Trying to blow it up. Details. If I were you, and I saw this thing, well, you better believe that. You know, I'd run the other way. This next one, it may be by the ink spots. I mean, it is by the ink spots. We're not. There's no question who it's by. It's called maybe. Maybe. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will Блять, хули он так плохо прыгает? maybe you'll sit and decide, wishing I were maybe you'll ask me to come back again, and maybe I'll say maybe you think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will I do? Maybe you'll sit inside, wishing that I were near. Then maybe you'll ask me to come back again, and maybe I'll say I hope you liked that one. That was maybe by the ink spots. I mean, it was definitely by the ink spots. It's called maybe. I should have been clearer. And now, a word or several from our sponsors. Fallon's Basement, providing top-of-the-line fashion to Diamond City for over 10 generations. Here's Sheldon Allman with Crawl Out Through the Fallout. Probably some bad advice overall, but, you know, it rhymes. Crawl out through the fallout, baby, when they drop that bomb. Crawl out through the fallout with the greatest of aplomb. When your white count's getting higher, hurry, don't delay. I'll hold you close and kiss those radiation burns away. Crawl out through the fallout, baby, to my loving arms, through the rain of strontium-90. И вот тоже какой-то трек, так сказать. Видимо, создан как раз для игры.
Fallout называется. Crawl out through the fallout, baby. You know what I mean. Crawl out through the fallout, 'cause they said this bomb was clean. If you cannot find the way, just listen for my song. I'll love you all your life, although that may not be too long. Crawl out through the fallout, baby, to my loving arms, while those ICBMs keep us free. When you hear me call out, baby, kick the wall out and crawl out through the fallout back to me. 'Cause you'll be the only girl in the world. Why don't you crawl out through the fallout back to me? Why don't you crawl out through the fallout back to me? Why don't you crawl out through the fallout back to me? You just heard Crawl Out Through the Fallout. I've got some more news for you, if you're interested. And I mean, if you're listening, of course. There's that little town of Covenant. You know the one that I mean, right? That one? Well, I guess it's empty. It happened recently, but all of a sudden there's just there's no one there anymore. I haven't heard any kind of, you know, explanation for it, but it definitely happened. I hope they weren't like all murdered by raiders or something. That would be sad. Do you think, I mean, do you think Bob and Bing Crosby ever got into fights over who was a better Crosby? It's weird, right? Anyway, this is Bob Crosby. I love those dear hearts and gentle people who live in my hometown, because those dear hearts and gentle people will never ever let you down. They read the good from Friday till Monday. That's how the weekend goes. I've got a dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling road. I feel so welcome each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown. I love those dear hearts and gentle people who live and love in my hometown. They read the good book from Friday till Monday. That's how the weekend goes. I've got a dream house I'll build there one day, with picket fence and rambling road. I feel so welcome Ничего. each time that I return, that my happy heart keeps laughing like a clown. I love those dear hearts and gentle И что это означает? people who live and love in my hometown. Those dear hearts and gentle people who live in my hometown. Bob Crosby this time. Пиздата, бля. I sometimes do. Я не сохранил. Пиздата, бля. Ой, нахуй.
This is Diamond City Radio, and I'm, you know, it's me, Travis. Anyway, the Brotherhood continues to do stuff around the Commonwealth. They were last seen attacking Fort Strong. The fort was, I mean, as far as I know, filled with super mutants. So that's fun. I guess maybe they're gonna take over. I guess that's an improvement, right? Brotherhood instead of, you know, mutants. That was a joke, by the way. I was totally kidding. Didn't really mean it. And if the Brotherhood is listening, I'm sure they're very nice. Please don't kill me. Ray Smith is right behind you, baby. I mean, it's his song. He's not actually behind you. I'm sorry. I didn't mean to startle anyone. You should turn around, because there might be someone behind you, but it's not Ray Smith, because he's singing. Run like a rabbit, fly like a bee. No matter what you do, you'll never get away from me because I'm right behind you, baby. Right behind you, baby. Well, I'm right behind you, baby, and you'll never get away from me. Well, you can make up your face, now your hair. No matter what you do, turn around and I'll be there to go. Right behind you, baby. Right behind you, baby. Well, I'm right behind you, baby, and you'll never get away. Well, you can go to the east, go to the west, the north and the south, and Ja, tu działa tu. stroll across the floor. No matter what you do, you'll never feel it anymore. Well, you can fly through the clouds, sail on the sea. No matter what you do, you'll never get away from me because I'm right behind you, baby. I'm right behind you. I'm right behind you, baby, and you're never gonna get away. No, honey, you ain't gonna get away. Да вашу мать. Да ебать. Кнопку перепутал. Кто меня заказал вообще? Что-то уже немного хочется пойти разобраться, блядь. Ray Smith, everybody. Ray Smith. So, this radio station, you don't really make any. Commonwealth weaponry. It's a dangerous world out there. Protect yourself. Protect your family. Are you a pistol-packing mama? Yes, you are. This song is about you. Lay that pistol down, baby. Hello. Lay that pistol Complain down. Pistol packing mama. Lay that pistol down. Oh, drinking beer in a cabaret. Was I having fun? Until one night she caught me right. Now I'm on the run. Pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol packing mama. Lay that pistol down. Oh, I see you every night, and I'll woo you every day. I'll be your Что ты regular как норм? mama, and I'll put that gun away. Oh, lay that
О, боже. Я думал, мне крышка. Но тебе удалось меня спасти. Они обронили вот это. Oh, she kicked out my windshield and she hit me over the head. She cussed and cried and said I'd lied and she wished that I was dead. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down with 3 tough gals. From deep down Texas way, we got no pals. They don't like the way we play. We're a rough, rude, juice, trio, but you'll see my sister Cleo. She's a terror, make no error, but there ain't no laissez-faire. Here's what we tell her. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that. Блин, только прислушался к спавну этой музыки. Песни точнее. Ай, да, пистол, да. Положи-ка этот пистолет стульчатый. Happy made a batch of corn, the revenuers came. Roll was slow, so now they know you can't do that to me. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, Lay that pistol down. Oh, singing songs in a cabaret, was I having fun? Till one night it didn't seem right, now I'm on the run. Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. pistol packing mama, Lay that pistol down. oh, pistol packing mama, Lay that pistol down. That was Bing Crosby. Yep. Time for some news, I guess. Sure, why not? So, there's that saying that sometimes truth is better. No, not better. Truth is stranger than fiction. Well, you know the radio plays that I А, hear вот это вот sometimes? страховка. А, Occasionally in the right order. You know the Silver Shroud. застрахуй. It sounds like застрахуй. someone takes them really seriously. There are reports, I guess, about sightings of the Silver Shroud in the Commonwealth, in Good Neighbor, or near. Anyway, I guess. Oh man, this is so weird. I guess this Silver Shroud is like cleaning up the town or something. One of the residents, a guy named Kent, whose name I should not be saying on the air, he was supposedly rescued by the Shroud. Or at least that's what I heard. Блин, я могу себе представить этот город прям такой. There's a superhero out there defending justice, I guess. Or at least killing people that hopefully deserve it. This is Baby, It's Just You by Magnolia, you know, from Good Neighbor. like an earthquake starting. I felt my world Затопленный. shake out of control like a whirlpool starting to brew. Baby, it's just you. Wild and extreme, I got stuck in a dream, waking up without a clue. Как же много 'Cause baby, it's just you. пыли типа. I'm feeling reckless, heart may bleed, fallout's blowing through. But baby, it's just you. Натискаем Help me, rescue my heart. Save me falling apart. Take me, baby, I'm sure you got the power, you got the cure. Like a train
track or a car deck. Listen and Jack, what the Queen of Hearts to do. Baby, it's just Блять, ебать. help me, rescue my heart. Save me, falling apart. Take me, baby, I'm sure. You got the power, you got the cure. Like a mushroom, cloud in the sky. I let my world start waving goodbye, radiating through and through. Baby, it's just you, radiating through and through. Oh, baby, it's just, baby, it's just, baby, Гандонское it's just дерьмище. I hope you enjoyed that last song. Okay. So here's something that happened in the Commonwealth that I have overheard from two people who I do not believe were drunk. There was that old asylum, parson, right? And it was creepy, and everyone knew to stay away from it. Well, I guess. Listen, and I thought raiders attacked the place. I don't know why. But okay. The weird part. So now Parsons is it's abandoned, like totally. So I guess something must have happened, right? And it must have been. Не городец. Anyway, weird, right? News. Yep, that's the news. Back to the back to the music. А? Кто? Кто ти? Победил-то. А, ты на меня нападал? Такая хитрая жестка. Тут текстуру, которую мы нашли. Как я себе говорю. Давай, no more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I'm as tried and as gay as the daisy in May, a cliche coming true. I'm bromidic, bright as the moon, happy night, pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful guy. That was Tex Beneke. Here's some news from around the Commonwealth. You didn't hear it already from someone smarter. Some people, some folk may know that there are raiders out at Libertalia, have been for a while.
well, I guess someone went in there and kind of tore the place up. And there are rumors, just rumors. Kind of, I don't know, weird, I guess, right? I don't know. It's true, but there you go. If there's any developments, you'll hear about them here. Unless you need to search for developments in other places, then what can we do? It's not a race. Uranium fever is on next, and well, I'm pretty sure enough time has gone by that we can all find the humor in the subject, right? Maybe. Well, I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. Sold my cad, I bought me a Jeep, I got that bug, and I can't sleep. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to take me some government land. uranium fever has gone and got me down. Well, I had a talk with the AEC and they brought out some maps that looked good to me. And one showed me a spot he said he knowed. So I straddled my Jeep and headed down the road. I reckon I drove about 100 miles down a bumpy road out through the wilds. When all of a sudden I bounced to a stop at the foot of a mountain, didn't have no top. Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to take me some government land. uranium fever has done and got me down. Well, I took my Geiger and I started to climb right up to the top where I thought I'd... Погоди-ка. Ну да. Ну да, это так, но просто... Просто он мог быть лучше. Типа чисто деловой-то. Да. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка! Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место! Помощь изгоем. Окей. Говорит защитник Марил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7Б, Беллис Кроссроудс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка! Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место! Говорит защитник Марил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7Б, Беллис Кроссроудс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка! Всему личному составу, который ловит эту частоту, немедленно прибыть на место! Нормально. Парковочка подорвалась. Говорит защитник Марил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7Б, Беллис Кроссроудс. Внимание! Внимание! Спецгруппе срочно требуется поддержка! Говорит защитник Марил. Всем изгоям, которые ловят эту частоту, прибыть в сектор 7Б, Беллис Кроссроудс. Здравствуй, прекрасная Америка. Это я, твой президент Джон Попались! Не нужна я, не бойтесь. Как дела?
Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя глава называется «Бойня у супермутантов». Это отучит слюнтяев из Парадис Фоллс за нами бегать. Вроде как это последний шеф. Итак, Тебе жить надоело? В зоне военных действий так разгуливать? В общем так, если хочешь принести пользу, то помоги выбить мутантов отсюда и до базового лагеря. Если нет, тогда не путайся под ногами. А когда я говорю «мешают», я имею в виду «взрывают». Вот что нужно этой пустоши. Больше смелых женщин со взрывчаткой. Расскажи, Пенелопа, куда ты теперь идешь? Заткнись! Теперь ты пойдешь с нами. Супермутанты! Ну хватит вы, ужас, летящий на крыльях ночи. Девушке и так досталось за этот день. Уберите оружие или... Зачем твой дружок Гуль что-то тащит у них из карманов? Смельчак, сейчас кручонок. Значит, дорогая, он скорее наоборот отдает. Ложись! Старая добрая пуля в шейде Сенса. Ах, как болит. Вот какой же Надо Блин, же, прикольная Аргай. Для скорострельность. Гуля ты весьма изобретателен. Бля, этот босс. Уж понятия не имею, как я с него исправлялся. Ебать, он меня выебал. Девушке и так досталось за этот день. Уберите оружие или... Зачем твой дружок Гуль что-то тащит у них из карманов? Смельчак, сейчас мне шаловливых ручонок. Он ничего не тащит, дорогая. Он скорее наоборот отдает. Ложись! Ебать, он успел пленить меня. старая добрая пуля в шейде Сенса. Ах, как болит. Вот какой же, у вас все в порядке? Надо же, Аргай. Ты весьма изобретателен. Шутишь, дорогая? Да, Аргай. Уж понятия не имею, как я без него исправлялся. Со всем должным уважением, вы не справлялись. Если помните, это я вытащил вас из того небольшого положения. О, ну хватит, старик. Давай не будем утомлять прекрасную мисс Чейз этими древними подробностями. Даже не знаю, Смельчак. Вот, к примеру, твое имя. Мне больше нравится Херберт. А почему? Шеф, там вроде малыш плачет. Где-то в тех развалинах. Это точно, старик. Придержите вопросы, мисс Чейз. Если мы переживем этот день, я, может, на них и отвечу. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь послушаем музыку. Добавляй. Сволочь, ну, почти же. Нет. Я по-любому должен туда подняться как-то. Да ебать. Прыжок и провод, конечно.
за... Ну, блядь. Ну тут как будто бы в невидимой стене, что ли. Есть, блядь. Не зря дрочил. Сейчас Текс Беннеки споет песню «A Wonderful Guy». Ебать. I'm as corny as Kansas in August. I'm as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I am in a conventional dither with a conventional star in my eye. And you will note there's a lump in my throat when I speak of that wonderful guy. I'm as tried and as gay as a daisy in May, a cliche coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, Да, I'm блин. in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful guy. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I'm as tried and as gay as a daisy in May, a cliche coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night pouring light on the dew. I'm as corny as Kansas in August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful guy. Эй. Блять, ну почти же. Нет. You'll think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove Да, блин. untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit Ладно. В жопу это место. Там явно ничего нет. that I were near. Then maybe you'll ask me to come back again, and maybe I'll say Блин, охуенная тема. Нет, пулемет вообще пиздец. А теперь живо объясни мне, что ты тут делаешь, туземец. Туземец. Мне удалось поймать ваш радиосигнал и захотелось прийти на помощь. И как тебе удалось поймать мой сигнал? Мы работаем не на стандартных частотах. А, ясно.
У тебя наручный компьютер. Так-так, любопытно. А что тебе за дело до моего пип-боя? Я хочу выяснить, что тут происходит. Ладно, ладно. Хранитель Магроу тебе обо всем расскажет. Заходи внутрь. Я его предупрежу о тебе. Марил на связи. Да, мы с ними разобрались. В общем-то, я посылаю на встречу вместе. You said inside, wishing that I were Понятно. Спасибо, тот голос. Короче, слушай ты, оружие держи в кобуре, руки при себе, рот на замке. Иди за мной. Они увидели во мне сразу пацана. Это были Инкспот с песней Maybe. Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я Три Дог Найт, ваш мастер церемоний. Сидит такая. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя часть называется «Паутине черной вдовы». Предполагалось, защитник Ох, и достали же меня эти супермутанты. Остается одно — бежать. Вон в тех лунах. Разве не там скрывается городок Это все, Рокополис? защитник, спасибо. Знать бы точно. Так это тебя прислал Морил. Скажу на чистоту. Жителям пустоши я разве что чистить себе броню позволю. Да и то вряд ли. Однако у тебя на руке этот компьютер. Теперь я вижу, что Морил был прав. Может, ты нам еще и пригодишься. Значит, мой пип-бой вам нужен, а я прилагаюсь к нему. У тебя даже есть мозги. Это неплохо. Объясню по-простому. Мне нужен твой компьютер. С тобой в комплекте. Помоги мне, и я найду, чем помочь тебе. Такое предложение изгои делают не каждому. Так что подумай как следует. Выкладывай все как есть, Магроу. Я трачу твое время, значит? Ты в моем доме, отродье. Хватит играть, спать, иди. И не советую об этом забывать. А теперь Сейчас заткнись и слушай. Обещаю, не пожалеешь. Судя по записям, на этой базе есть образцы ценной техники. Но нам до них не добраться. Арсенал за бронедверью и заблокирован намертво. Мы уверены, что доступ будет открыт любому, кто пройдет программу-симулятор этого комплекса. Но для этого нужен особый интерфейс. Такой, как твой пип-бой. Войди в симулятор и пройди программу, чтобы открылся вход в арсенал. Сделай это и получишь свою долю добычи. Ничего не моделирует. Освобождение Анкориджа от китайских коммунистов. Нихуя. Важная веха в американской истории, если верить нашему писцу. Врать не стану. Это тяжелый боевой симулятор, и протоколы безопасности отключены. То есть, если ты там погибнешь, в реальности у тебя остановится сердце. Раз ты все это еще слушаешь, значит, тебе интересно. Не будем терять время. Сибли отведет тебя к капсуле. Олин расскажет все, что нужно знать. Если захочешь уйти, уходи. Мои люди тебя останавливать не станут. Вот здорово, только этого не хватало. Насколько мы можем судить, это тренировочный симулятор. Остальное ты нам расскажешь, когда из него выйдешь. Bingo, bango, bungle, I'm so happy in the jungle, I refuse to А, вот так вот, да? Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, Тук-тук. landlords, I make it Олин, clear. у меня для тебя новичок в подарок. Что? Ага. Будем надеяться, что на этот раз ты будешь погуманнее, чем в прошлом.
Иди к черту, Сибли. Ты же знаешь. Ладно, это на завтра. А может и на послезавтра, если не успеем что-либо сделать по Unity. Да. Так, ща. Есть игра про якута. Блядь. Якут. Альфа. Что закачаем? Может, завтра заценим. Да, да, может, заценим, ага. Окей. Ладненько. На самом деле, хорошо посидели. Классненько. Завтра будем изучать Unity и дальше будем проходить Fallout. Сегодня был какой-то такой момент, что когда бегал по болотам этим саном, мне интересно, что-то поддушился, но потом что-то вот вылез в основную локацию, обратно в столичные пустоши, и нормально, что-то как-то раздуплился и пойдет. Вот музыка прям сильно решает, да, вот в этих сраных болотах там музыки нет, и поэтому скучно безумно. Такая вот тема. Ладненько. Завтра увидимся. Стрим будет запущен сразу. Посмотрим. Будьте начеку.